Телескоп Джеймс Уэбб недавно преподнес дорогой подарок всем, кто увлекается космосом – великолепное кольцо Эйнштейна. На самом деле на снимке запечатлено сияющее гало далекой галактики JWST ER1G на краю Вселенной. Оно действует как линза и преломляет свет удаленного источника в форме круга. Это не первое потрясающее небесное кольцо, которое астрономы наблюдают в небе. Однако в данном случае все оказалось особенным. Линза внутри объекта, то есть галактика JWST ER1G, массой почти в 6 раз превышает возможную. Ученые подозревают, что здесь приложила руку темная материя. Хотя, как это можно узнать наверняка? Напрямую ее до сих пор не нашли. Но почему? С темной материей что-то не так? Сегодня мы постараемся это выяснить, присоединившись к ученым в погоне за невидимкой. Нам придется столкнуться с небесными Годзиллами, которые меньше атома, попасть в галактический ураган, убивающий звезды, пролететь сквозь планету-призрак. Отправляемся на космическую охоту. Мы с вами очень много путешествовали по космосу, видели огромное количество галактик, звезд и планет, прорывались сквозь облака газа и пыли. Все в нашем мироздании кажется хорошо продумано и исполнено. Так просто не заметишь, что в пространстве не сходятся концы с концами. Что не так во Вселенной? В самых больших космических масштабах наблюдается одна и та же история. Не хватает материи, чтобы объяснить гравитационные эффекты. Вещества должно быть примерно в 5 раз больше, чем мы видим. Собственной гравитации звезд и планет мало, чтобы удержать их вместе. Все небесные тела должны не просто вылетать из галактик, но и рассыпаться на мелкие части. Тем не менее, они живут себе спокойно миллиарды лет. Но космические чудеса здесь ни при чем. Если предположить, что частицы обычного вещества перемешаны с невидимым, все становится на свои места. Это темная материя, которая не излучает, не отражает, не поглощает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет – она не взаимодействует ни с чем. Однако иногда кажется, что этот призрак просто мечтает попасть в поле зрения ученых. Астрономы столкнулись с этим, когда измеряли скорость вращения звезд Млечного Пути на разных расстояниях от его центра. Зная массу и радиус светил, подсчитать это легко. Но результаты шокировали ученых. Оказалось, что в плотно заселенном центре галактики и на относительно пустынных окраинах звезды движутся с одинаковой скоростью. Такое возможно, если только пустое пространство заполняет какое-то другое, невидимое вещество. Кроме того, замечены незначительные колебания в микроволновом фоне, оставшемся после Большого взрыва. Их тоже нельзя объяснить без существования темной материи. Еще одним аргументом в пользу ее являются крупномасштабные структуры Вселенной. Так, в гигантском сверхскоплении Ланиакея, куда входит Млечный Путь, наша галактика будет смотреться как маленькая монетка на футбольном поле. Столь грандиозная компания галактик не могла бы собраться без темной материи в течение ограниченного возраста Вселенной. И ее в мире большинство. Она составляет примерно 80% всей материи во Вселенной, а обычной — 20%. То есть на долю всех звезд, планет, черных дыр остается очень мало материала. Все несметное количество темной материи предположительно появилось через несколько секунд после Большого взрыва. Эта субстанция сплела нити по всему пространству. Образовалась как бы паутина, которой силой гравитации стало притягиваться сформировавшееся позже видимое вещество. Темные частицы служили таким себе клеем для обычных, не давая им разлететься. То есть оба вида вещества могут перемешиваться. Притяжение темной материи создает эффект гравитационного линзирования, как и обычное вещество. Мы можем наблюдать во время космических путешествий, как эта сила искривляет световые лучи далеких объектов. Эффект позволяет измерить темную материю в галактиках и скоплениях, вызывающих искривление. Например, в скоплении Пуля, которое появилось после столкновения двух галактик,
Астрономы уже проследили распределение обычной темной материи и даже на основе наблюдений и компьютерных моделей составили карту темной материи и мироздания. По ней видно, что эта невидимка, хотя и формирует волокна во всей Вселенной, разделена по космосу не так уж равномерно. В каких-то областях пространства нитей из невидимого вещества почти нет, а где-то они сбились в комки. Так, в странной галактике NGC 1052-DF2 из созвездия Кита темная материя практически отсутствует. А недавно астрономы из Университета Барселоны в Испании заявили о возможном открытии сразу 11 галактик, почти лишенных этой невидимки. Правда, далеко не все коллеги соглашаются с их расчетами. Галактика Стрекоза из скопления Волоса Вероники изучена лучше. Оказалось, что она прямая им противоположность своим светлым соседкам во Вселенной. В ней темной материи аж 99,9%. Земная Стрекоза может летать с крейсерской скоростью до 55 км в час. Зато космическую нельзя назвать активной. Исследователи из Ельского университета утверждают, что это практически мертвая галактика, в которой почти нет звезд. Неудивительно, что она излучает лишь 100-ю долю света Млечного Пути. Астрономы Кембриджского университета могут похвалиться еще более богатым уловом таких космических трупов. Они за много лет исследовали около 7000 галактик. Среди них попадались такие, в которых примерно в 400 раз больше темной материи, чем в обычных галактиках. Этот призрак, похоже, есть везде, и далеко ходить за ним нам не придется. По расчетам ученых, темные частицы пронизывают все наше пространство как ветер, только их не так уж много с точки зрения плотности, что чрезвычайно осложнит нашу охоту. Когда вы смотрите это видео, мимо каждую секунду пролетают миллиарды темных частиц, а взаимодействуют с атомами тела лишь единицы. И это больше хорошая новость. Если бы в теле человека обычные частицы почему-то превратились в темные, электромагнитная сила, которая связывает все атомы организма воедино, исчезла бы. Представьте, что такое приключилось сейчас с вашим соседом. Он тут же испарился бы на ваших глазах. По подсчетам ученых, в любой момент времени внутри нас находится около 10 в минус 22 степени килограмма темной материи. Конечно, такой мизер не причиняет никакого неудобства и вообще, можно сказать, никак не влияет на нашу жизнь. По крайней мере, мы этого не замечаем. А что будет при полете в космос? Как это на нас отразится? Если говорить коротко, то тоже никак. Темной материи в космосе много, но она крайне разрежена и слаба, чтобы влиять на звездолет своей гравитацией. Даже если мы попадаем в гало, такие себе огромные облака невидимого вещества вокруг галактик, то все равно ничего не случится. Наш звездолет, скорее всего, как ни в чем не бывало, минует эту область. Благополучно пролетев сквозь гало в какую-то галактику во время нашей охоты, мы наверняка захотим осмотреть наиболее интересные планеты. Что если на нашем пути попадется небесное тело из темной материи? И возможно ли это? До недавнего времени считалось, такие планеты существовать не могут, поскольку темная материя мало взаимодействует между собой и не может образовывать плотные сгустки. Но теперь ученые все чаще предлагают реальные варианты планет-призраков на основе моделирования. Команда физиков из университета Висконсин-Мэдисон считает, что подобные небесные тела могут представлять собой шары массой примерно с Нептун. Ученые выдвинули гипотезу, что после рождения Вселенной, еще до появления звезд и галактик, темная материя сбивалась в такие комки, формируя планеты. По мере распределения во Вселенной обычной материи, из которой сформировались звезды и галактики, все эти небесные тела оказались гравитационно связанными. Гипотетические планеты из темной материи на заре мироздания к тому же обзавелись слоем гелия, а затем поверх его оболочкой из водорода. Оба элемента самыми первыми образовались в новорожденной Вселенной. Новая теория гласит, что большое количество гелия и водорода на планетах из темной материи способно привести к очень сильному ядерному синтезу.
В результате планеты-призраки извергают вещество в космос, а иногда вся масса двух оболочек может взорваться. Катастрофа приведет к выбросу огромного количества энергии и излучения, что будет похоже на взрыв сверхновой. Сама планета в результате не пострадает, так как темной материи все равно, что творит обычная. Зато вполне вероятно, такие взрывы могут обнаружить планеты из темной материи. Кроме этого, ученые предлагают еще один интересный метод поиска этих призраков. Современные методы исследования позволяют определить радиус, массу и плотность экзопланет, а в некоторых случаях даже состав их атмосферы. Если расчеты покажут нечто за пределами ожидаемого, например, плотность выше железа или близкую к нулю, то экзопланета заслуживает особого внимания. Ее параметры могут свидетельствовать о другой физике, и, возможно, она состоит из темной материи. Впрочем, мы все равно не сможем приземлиться на такое небесное тело. Подобная планета, по расчетам физиков, будет невероятно рыхлым газовым гигантом, без твердой поверхности. Мы просто пролетим сквозь него. И только повышенная гравитация просигналит о том, что на нашем пути встретилась планета-призрак. Можно подумать, что мы живем с темной материей как бы в параллельных мирах. Обе реальности почти не соприкасаются, не влияют на жизнь друг друга. Это, конечно, отчасти верно, но не совсем. Темная материя не мифологический призрак. Она все равно способна влиять на Вселенную в целом и, в частности, на нашу Землю и судьбу человека. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Есть предположение, что от темной материи не следует ждать добра. Ее гало, например, по некоторым данным, порой поднимают настоящие галактические бури. Иными словами, гравитационное притяжение темной материи может оказаться настолько сильным, что вызовет гигантские возмущения в пространстве. Если гало колоссальное, так называемые галактические ветры поднимут настоящий ураган, который приведет к катастрофическим последствиям. Его порывы вытолкнут газ из галактики и остановят формирование звезд. Во время охоты за темной материей мы увидим подобные объекты темными и безжизненными. Ураган потушит там все звезды. Старые светила постепенно умрут, а зажечь новые галактики не хватит материала. Но это касается макрокосмоса, огромных структур, которые нам трудно представить. Что ж, посмотрим, к каким событиям может привести воздействие темной материи на более близкие и не такие грандиозные объекты. Какой из них нас интересует больше всего? Несомненно, Земля. И призрачная материя, по мнению команды ученых из Нью-Йоркского университета, когда-то натворила в нашем мире темных дел. А главное, все может повториться в будущем, причем не таком уж далеком. Эта история связана с массовыми вымираниями на Земле. Самое известное произошло 66 миллионов лет назад. Тогда огромный астероид ударил в мексиканский полуостров Юкатан, оставив кратер диаметром 160 километров. Считается, что столкновение вызвало массовое вымирание динозавров и многих других форм жизни. Есть доказательства грандиозных вымираний в другие периоды жизни Земли, предположительно вызванных ее столкновениями с астероидами. И тут прослеживается интересная закономерность. Подобные катастрофы происходили в прошлом с регулярностью раз в 30 миллионов лет. Почему вымирание живых существ и столкновения с небесными телами имеют свои циклы? Ответ может скрывать положение Солнечной системы в Млечном Пути, в котором есть регионы с разным количеством темной материи. Чтобы все лучше понять, следует представить нашу галактику как огромный диск. Солнечная система вращается по окружности диска каждые 250 миллионов лет. Во время движения по нему Земля проходит через среднюю плотность диска именно раз в 30 миллионов лет. Цикл вымираний и столкновений связан с периодами, когда Солнце и планеты погружаются в эту перенаселенную часть диска Млечного Пути. Обычно кометы вращаются вокруг Солнца на краю нашей звездной системы, очень далеко от Земли. Но когда мы проходим сквозь плотную область галактики, все меняется. Общее гравитационное притяжение окружающих звезд, межзвездных облаков и невидимой темной материи нарушает движение комет и астероидов. Некоторые из них меняют путь, чаще пересекая орбиту Земли.
и могут столкнуться с нашей планетой. И это еще не все катаклизмы, которые с цикличностью в 30 миллионов лет угрожают Земле. В такие периоды происходят резкие всплески извержений вулканов, горообразования, инверсий магнитного поля, значительные изменения климата и уровня моря. В чем же тут дело? Когда Земля проходит через диск галактики, она с большой долей вероятности может столкнуться с густыми облаками темной материи. Если планета захватит больше ее частиц, чем обычно, они накопятся в ядре. Когда плотность темной материи дойдет до критической точки, ее частицы уничтожат друг друга. Это разогреет недра Земли, и внутреннее тепло даст гигантский импульс геологической активности. Согласитесь, если теория верна, это опасные, но потрясающие периоды в истории нашей планеты. Хотели бы вы увидеть их собственными глазами? Вряд ли. Вымирание, взрывы и иные катастрофы – не то, что привлекает людей. Но, возможно, нам придется с ними столкнуться. Солнечная система как раз проходит через плотную область диска галактики в течение последних нескольких миллионов лет. Так что сильные кометные дожди, пробуждение множества вулканов и другие геологические встряски могут быть не за горами, если, конечно, эта теория подтвердится. Авторам предстоит еще провести множество экспериментов, создать различные модели, чтобы подкрепить свою идею. Тем временем наука может развернуть ситуацию совершенно в иную сторону, и темная материя в этом сценарии выступит нашим незаменимым другом, который в свое время способствовал развитию жизни на планете. Мы уже выяснили, что наша галактика окружена огромным гало темной материи. Это призрачное вещество как бы течет через Солнечную систему и все ее объекты. Но для возникновения жизни необходимо множество различных веществ, таких как углерод, кислород, азот, фосфор, сера. Они выплавляются в ядрах самых массивных звезд. Потом из подобных элементов образуются твердые планеты, органические молекулы. Для этого звездам сперва нужно не только произвести нужный материал, но и выбросить его в межзвездную среду. Затем большинство элементов снова соберется вместе и зажжет звезды уже следующего поколения. Такое обогащение галактик тяжелыми элементами происходит в результате взрыва сверхновых. Астрофизики из Нью-Йорка наблюдали за подобными катастрофами в мельчайших подробностях. Они видели, как в предсмертной агонии звезды выбрасывают в пространство материал на расстоянии 1000 километров в секунду. Например, останки сверхновой Касс-А в созвездии Кассиопеи усеяли пространство материалом на скорости в 5000 и даже 14500 километров в секунду. Хотя это число может показаться небольшим, особенно на фоне скорости света. На самом деле оно очень велико. Наше Солнце, например, вращается в Млечном Пути со скоростью всего 220 км в секунду. Без дополнительного притяжения массивного гала темной материи огромное количество материала сверхновой, движущееся так быстро, навсегда покинуло бы галактику. Тяжелые элементы вечно плавали бы в межгалактической среде, никогда не став частью будущих поколений звездных систем. Во Вселенной без темной материи у нас были бы звезды и галактики, но планеты представляли бы собой рыхлых газовых гигантов. Никаких твердых миров, жидкой воды и жизни в таких условиях не возникнет. Без гигантского количества тяжелых элементов от поколений массивных звезд жизнь на основе молекул просто исключена. А в будущем темная материя сулит человечеству еще более грандиозные перспективы. Взаимодействие с этим призраком изменит всю нашу цивилизацию. Такую гипотезу выдвинули ученые университета Ешива в США. По словам исследователей, в частности, человечество получит новый безграничный источник энергии и топлива для космических кораблей. Но почему ученые предполагают, что темная материя настолько мощная? Никто, конечно, точно не знает ее возможности, ведь пока с призраком нет прямого контакта. Однако вспомним, что темная материя заставляет свет преломляться во время наблюдений за далекими галактиками. Это дает подсказку о ее недюжинной силе, которую можно использовать в качестве источника энергии.
Правда, по мнению авторов исследования, столь неистощимая космическая бензоколонка, вероятно, появится у нас через сотни или даже тысячи лет. Хотя в науке порой бывают настоящие прорывы, и все может произойти намного быстрее. Но в любом случае сначала нужно найти темную материю и хорошо ее изучить. Охоту за этим призраком ученые ведут широким фронтом во всех направлениях. Сначала они предположили, что природа невидимой материи связана с массивными компактными объектами Гала. В их число, например, входят нейтронные звезды, белые карлики, коричневые карлики и черные дыры. Под особое подозрение попали первичные черные дыры. Теоретически они образовались вскоре после Большого взрыва и поселились на окраинах галактик, в том числе Млечного Пути. Вещество в них спрессовано с такой плотностью, что дыра размером с атом имела бы массу большой горы. Все эти сверхмассивные объекты, как мы знаем, искажают свет своей гравитацией. И при засилии их в космосе мы видели бы мир вокруг себя примерно как в королевстве кривых зеркал. Однако подобного астрономы не наблюдают. Так что массивные компактные объекты Гала перестали быть главными кандидатами на роль источников темной материи. После этого ученые обратились к квантовой механике. Их заинтересовали слабо взаимодействующие частицы, которые тяжелее, чем обычные. Среди известных науке таких не оказалось. Впрочем, это не означало, что их вообще нет. И физики приступили к поискам неизвестных слабо взаимодействующих массивных частиц или, сокращенно, вимпов. Их ловили экспериментальным путем с помощью различных детекторов в течение последних 20-30 лет. Например, исследовали космические лучи неизвестной природы, однако выследить нужные частицы не удалось. Но что, если нам заглянуть в гости к потрясающему имитатору Вселенной? Большому адронному коллайдеру. Там ученые пытаются получить вимпы при столкновениях обычных частиц, разогнанных до суперскоростей. Они считают эти эксперименты очень перспективными. Но пока положительного результата добиться не удалось. В далеком космосе и на Земле мы уже посмотрели. Где еще искать призрачную материю? Давайте заглянем в недра нашей планеты. За миллиарды лет какая-то часть невидимого вещества, проходя сквозь Землю, задерживается в ее центре. Там частицы аннигилируют друг с другом, образовывая нейтрино. Эти новые частицы должны попасться нейтринным детекторам. Один из таких приборов есть на озере Байкал, другой – глубоко во льдах Южного полюса. Ученые погружают детекторы глубоко в воду, где легче обнаружить голубоватые микровспышки нейтринного потока. Но только засечь их пока не удалось. Больше двигаться в поисках темной материи, казалось бы, некуда, однако исследователи сдаваться не собираются, решив еще раз перетряхнуть известные им микрочастицы. И удача им улыбнулась. Появился новый перспективный кандидат – аксионы. Эти частицы тоже можно назвать невидимками. Хотя, возможно, при определенных обстоятельствах они способны проявлять себя в видимом мире. А главное, что их свойства теоретически соответствуют всем ожидаемым параметрам темной материи. Новый эксперимент ученых из Йельского университета в Великобритании призван вывести на свет этих призраков. Теоретические расчеты показывают, что рождение Вселенной после Большого взрыва должно оставить после себя множество легких и неуловимых частиц. Это и есть аксионы, и если они появились в ранней Вселенной, то до сих пор должны где-то существовать. Но сколько бы ни вели за ними охоту, ничего не получается. Еще ученые пытаются создать эти частицы в лабораторных условиях. Некоторые из экспериментов направлены, например, на преобразование света в аксионы и обратно, и здесь охота пока не заладилась. Тогда исследователи нацелились на гало темной материи, пронизывающей галактику и, соответственно, Землю. Они рассчитывают на помощь нового прибора, который называется галоскопом. Это капсула с проводящей средой внутри, погруженная в сильное магнитное поле. Если темная материя действительно состоит из аксионов, то таким способом можно перевести ее в обычное вещество. В результате внутри плоскости появится электромагнитный сигнал.
Система работает как радиоприемник. Ее нужно правильно настроить, чтобы перехватить частоту, которая интересует исследователей. Однако на этом этапе эксперимента они столкнулись с существенными проблемами. Искать аксионы лучше всего на частотах в десятки гигагерц. А это означает, что капсула для экспериментов должна быть чрезвычайно маленькой, практически наноразмера, потому ее очень трудно изготовить. Лишь после долгих экспериментов выход был найден. Ставка сделана на метаматериалы. Это искусственное композитное вещество, способное так взаимодействовать с электромагнитными волнами, как не под силу природным материалам. Метаматериалы обладают электромагнитными свойствами, не присущими ни одному из составляющих их элементов. Полость, заполненная проводящими стержнями, получает характерную частоту, будто она стала в миллион раз меньше, при этом почти не изменив своего объема. Правда, чудесное вещество еще не производят. Сейчас ученые строят установку для его изготовления, которая предположительно начнет работать через несколько лет. Это интересные перспективы, однако неясно, удастся ли с их помощью отыскать темную материю. Ну, никак она не дается астрономам. Возможно, потому что научилась прятаться в совершенно неожиданных местах. И ученые продолжают поиск, пытаясь заглянуть не только в наиболее труднодоступные уголки Вселенной, но даже за ее пределы. На этом этапе мы вместе с исследователями отправимся на охоту по настолько безумным маршрутам, что трудно представить. Как вам экскурсия в другое измерение? По мнению исследователей Калифорнийского университета, темная материя просочилась к нам из него через трещины в пространстве времени. Наша наблюдаемая Вселенная, как мы знаем, имеет 3 измерения. Но ученые давно предполагают, что может существовать и 4-е, дополнительное измерение, по их мнению, способное объяснить, где темная материя так успешно скрывается от исследователей. Однако призрак проявляется и в нашем мире в виде гипотетических частиц, гравитонов, которые появились в первую секунду после Большого взрыва. Частица служит переносчиком гравитационного взаимодействия и не имеет электрического и других зарядов. На заре Вселенной в наше измерение проникло достаточное количество гравитонов, чтобы создать темную материю. По словам ученых, если гравитоны существуют, то они по массе не более чем в 2 раза превышают электроны. Но эти частицы будут слабо взаимодействовать с обычным веществом и только через гравитацию. То есть мы опять же натыкаемся на ту же стену, которая не дает нам обнаружить темную материю. Тогда, может быть, поискать ее еще более нетривиальным способом. Например, таким, как предлагает физик из Портсмутского университета Мелвин Вобсон. Он представляет темную материю как информацию, которая в свою очередь является еще одним состоянием вещества. Иными словами, информация может быть отдельным состоянием материи, наряду с твердым, жидким, газообразным и плазменным. Ученый надеется провести эксперимент, который может подтвердить его неожиданное предположение. Для этого нужно использовать столкновение частиц и античастиц, чтобы теоретически попытаться стереть информацию из Вселенной. Когда сталкиваются эти 2 противоположных вида частиц, они уничтожают друг друга, но их информация должна куда-то уйти. Предположим, что она является физической и имеет массу, а ее элементарные частицы несут ДНК-информацию о себе. Тогда эту составляющую, возможно, удастся уловить и расшифровать. Ученый надеется, что сумеет это сделать. Хотя новая теория и является очень необычной, научный мир не отбрасывает ее совсем. По мнению коллег Вобсона, стоит дождаться начала эксперимента, который либо подтвердит гипотезу, либо опровергнет. Тем временем в погоне за темной материей профессор физики Кэтрин Фрис из Техасского университета и ее коллеги предположили, казалось бы, еще более невозможное. Вселенной пришлось повторно родиться, чтобы темная энергия появилась на свет. Какой видят историю мироздания авторы этой ошеломительной идеи? Они предполагают, что большим взрывом все не закончилось. Менее чем через месяц после этого произошел второй, темный большой взрыв. Почему его назвали темным? Ученые считают, что это событие могло сформировать несколько уникальных видов темной материи. Среди них, например, были даркзиллы.
Так, с отсылкой к легендарному герою комиксов, гигантскому монстру Годзилле, космологи назвали частицы огромных размеров. Даркзиллы должны массой в 10 триллионов раз превышать протоны. Однако, если темный большой взрыв происходил постепенно, а не внезапно, темный большой взрыв породил бы более легкие частицы. Их исследователи сравнивают с темными каннибалами, которые поглощали бы друг друга при каждом столкновении. Космологи сейчас измеряют степень возмущения в сигналах от сильно намагниченных нейтронных звезд, пульсаров. Таким образом, они надеются получить более широкое представление о первых днях Вселенной. Тогда, может, удастся точнее определить происхождение гравитационных волн, пульсаций пространства-времени. Изучение подобных возмущений, возникающих на гравитационном волновом фоне Вселенной, может пролить свет на теорию темного большого взрыва. И, наконец, самое экзотическое объяснение предложили астрофизики из Института Флитерона в Нью-Йорке. Они свели с ума научное сообщество заявлением, что пришельцы из другого мира наконец найдены. Причем это не выходцы с чужих планет или спутников. Берем круче, из другой вселенной. И не думайте о гуманоидах или умных ящерах. Речь идет о темной материи, за которой мы попробуем сейчас поохотиться вместе с учеными из Нью-Йорка. Они приглашают нас побывать очень далеко, во вселенной зеркальной нашей. Именно там, по версии астрофизиков, скрывается темная материя, и потому ее никто не может найти. Но тут возникает другой вопрос. Как нам найти путь в другое мироздание? Ученые дают подсказку. Зеркальная вселенная, где атомы так и не смогли образоваться, спрятана внутри нашей собственной. Идея на первый взгляд действительно кажется безумной, но авторы приводят в ее пользу несколько интригующих совпадений. Нейтроны и протоны имеют почти одинаковую массу, что позволяет им образовывать устойчивые атомы. Это случайное, но стабильное свойство квантового мира. Оно может указывать на существование параллельной вселенной, подобной нашей, в которой нейтроны и протоны не имеют такой удобной симметрии по массе. В том странном мире существует суп из субатомных частиц, слабо взаимодействующих между собой. Это объясняет, почему темная материя хоть и может собираться в рыхлые облака, гало, но, скорее всего, не образует плотные сгустки. Дальше дополнительных измерений и других вселенных двигаться уже некуда, но и там ученые пока ничего не нашли. Неудивительно, что в научных кругах все чаще возникает мысль о несостоятельности теории темной материи. Такого вещества просто нет в природе, потому и найти его невозможно. Это ясный и логичный вывод. Но он порождает еще больше новых вопросов. И главный из них, конечно, касается гравитации. Если темной материи не существует, то какая сила скрепляет воедино звезды, галактики, скопления галактики и другие космические объекты? На этот счет у ученых уже есть интересные идеи, в которых темная материя исключена из состава Вселенной. Одна из них недавно предложена физиком Ричардом Лью из Университета Алабамы. Он предполагает, что наша Вселенная слегка дефективная. Звучит несколько обидно для нашего мироздания. Но, по мнению ученого, что есть, то есть. Причем именно дефекты, а не темная материя, объясняют все несостыковки при расчетах гравитации. Вспомним, что по общей теории относительности гравитация возникает из-за искривления пространства-времени, вызванного наличием массы и энергии. Чем массивнее объект, тем больше его гравитационное влияние на другие. Недавние исследования доктора Лью впервые демонстрируют, как гравитация может существовать без массы. Это невероятное предположение, однако ученый нашел обоснование своей теории. Он утверждает, что гравитацию, недостающую для связывания галактик или скоплений воедино, обеспечивает не темная материя. Это связано с топологическими дефектами, похожими на оболочки, которые возникают в структурах по всему космосу. Вероятно, подобные дефекты появились в невероятно далекие времена.
когда Вселенная была совсем юной. Изъяны возникли в период космологического фазового перехода, физического процесса, при котором общее состояние материи изменяется одновременно во всем мироздании. Правда, какая именно форма фазового перехода могла бы привести к появлению дефектов такого рода, ученый пока не объяснил. К тому же, согласитесь, по этому описанию не совсем понятно, что такое топографические дефекты и странные оболочки. Хорошо, что в нашем путешествии мы сможем наблюдать все своими глазами. Мы увидим некие космические струны, очень компактные области пространства с невероятно высокой плотностью материи. Обычно они имеют форму линейных структур, хотя возможны и двумерные, такие как сферические оболочки. Эти объекты состоят из тонкого внутреннего слоя с положительной массой и тонкого внешнего слоя с отрицательной. Общая масса обеих оболочек равна нулю, а звезды, лежащие на подобных прослойках, гравитация притягивает к центру двумерной струны. Поскольку гравитационная сила по сути своей связана с искривлением самого пространства-времени, она позволяет всем объектам взаимодействовать друг с другом, причем независимо от того, имеют они массу или нет. Например, у фотонов нет массы, и все равно на эти частицы воздействует сила притяжения других объектов. Гравитационное искривление света набором оболочек галактик или скоплений возможно, поскольку лучи света слегка отклоняются к их центру. Это очень напоминает воздействие значительного количества темной материи. Для подтверждения или опровержения существования безмассовых оболочек необходимы дальнейшие исследования. И сам автор идеи предполагает, что это займет длительное время. Еще один удар по идее существования темной материи нанесли канадские ученые. По результатам своего нового исследования они также пришли к выводу, что охота за невидимкой ведется впустую. Исследователи утверждают, что сейчас наши научные знания просто не в состоянии объяснить странное гравитационное поведение галактик. Для этого мы еще не до конца изучили естественные законы, управляющие массами космических объектов. Чтобы заткнуть дыры в общей картине Вселенной, и была выдвинута гипотеза о темной материи. Собственно, сама мысль не нова. Еще в 1980-х годах была выдвинута теория модифицированной ньютоновской динамики или МОНД. Эта альтернативная гипотеза объясняет вращение галактик без взаимодействия с темной материей. В МОНД изложена идея о том, что движение объекта во Вселенной зависит не только от его массы, но и от гравитационного притяжения всех других масс в космосе. Этот процесс физики назвали эффектом внешнего поля. Астрономы из Канады нашли этому еще одно подтверждение, зафиксировав крошечные расхождения в орбитальных скоростях звезд 150 далеких галактик. По их мнению, это свидетельствует о слабом гравитационном внешнем эффекте между самими структурами. Так что все объясняется без участия темной материи, и идеям об этом космическом призраке следует положить конец. Причем не только о нем. Что-то не так и с темной энергией, которая десятилетиями является еще большей головоломкой для космологов. О ней мало известно, хотя предполагается, что это как раз большая часть мироздания. По расчетам ученых, всего лишь 5% Вселенной занимает обычная материя, еще 25% темная, и аж около 70% приходится на долю темной энергии. Две темные составляющие нашего мира совсем не родня. Темная энергия не способствует образованию сгустков, из которых рождаются звезды и планеты. Она, в отличие от темной материи, равномерно распределена по Вселенной. В галактиках и их скоплениях ее столько, сколько вне их. К тому же темная материя имеет массу и искривляет пространство своей гравитацией, а темная материя испытывает антигравитацию. Она вшита в каждый кубик пустот нашей космологической паутины и постоянно ее расширяет.
Первое время после Большого взрыва темная энергия распространялась со скоростью, которую трудно представить, и быстро раздвигала рамки Вселенной. Сейчас ее сила уже не та, но все равно она способна вдвое расширить границы мироздания за 10 миллиардов лет. При этом плотность темной энергии, которая разгоняет Вселенную во все стороны, чрезвычайно мала. Так же, как и в случае с темной материей, ее источник неизвестен. Пока главный кандидат на роль темной энергии – вакуум. Плотность его энергии не изменяется при расширении Вселенной, что соответствует отрицательному давлению. Еще один кандидат – гипотетическое сверхслабое поле, получившее название квинтэссенция. Лучше прояснить природу темной энергии ученые надеются прежде всего с помощью новых астрономических наблюдений. Тем временем исследователи создают насчет нее множество новых гипотез. Одна из них просто подарок предсказателям апокалипсисов. Ее авторами являются астрофизики из Свинбернского университета технологий Австралии и Портсмутского университета Великобритании. Они считают, что темная энергия может растащить наш мир буквально на куски. По мнению авторов идеи, со временем она наберет мощь и станет превосходить все остальные силы во Вселенной. В результате будут разорваны гравитационно связанные структуры, разрушены электростатические и внутриядерные связи. Произойдет распад микрочастиц, и мир будет полностью уничтожен. А может, некая космическая катастрофа приведет к критически сильным колебаниям темной энергии. Тогда Вселенная схлопнется в одну точку. Правда, в любом случае темная энергия устроит нам конец света не скоро. По расчетам ученых, это может случиться, когда возраст Вселенной в 1000 раз превысит нынешний. Предположений насчет темной энергии вообще высказывается много, только охота за ней, так же, как и в случае с темной материей, ничего не дала. Вроде бы влияние темных сил на Вселенную просчитывается и здесь, и там, но их нельзя увидеть напрямую или нащупать в космосе каким-то другим путем. И мы знаем, что насчет темной материи уже есть сомнения, ведь избыточную гравитацию можно объяснить в обход нее. То же самое с темной энергией. Недавно профессор физики Канадского университета Оттавы Раджендра Гупта построил модель Вселенной, полностью отказавшись от этих двух темных сущностей. Ученый недавно уже всколыхнул научный мир заявлением, что Вселенная вдвое старше, чем мы думали. Именно возраст мироздания в 26,7 миллиарда лет позволил автору идеи отказаться от темных материи и энергии. В пользу вещества-невидимки, как мы знаем, свидетельствует именно недостаточный возраст Вселенной, который принято оценивать в 13,8 миллиарда лет. Этого мало, чтобы сформировались такие масштабные структуры, как сверхскопление галактик или галактические стены. Если возраст мироздания в 2 раза больше, то проблема отпадает, и темная материя или энергия для этого не нужна. Сейчас также принято считать, что обе невидимки вызывают красное смещение космических объектов. По нему ученые исследуют далекие звезды и галактики, вычисляют их возраст. Иными словами, расширение космоса как пружина растягивает свет до самого крайнего, красного участка спектра. Согласно теории канадского физика, красное смещение вызвано совсем не влиянием темной материи и темной энергии. Оно наблюдается из-за ослабления всех известных сил природы по мере расширения Вселенной. Их можно сравнить с неким марафонцем, истощенным долгим путешествием через бескрайний космос. Ученый утверждает, что его выводы согласуются с различными астрономическими наблюдениями, включая распределение галактик и эволюцию света в ранней Вселенной. Однако в научном мире мало подтверждают эту теорию, которая ломает принятую модель космологии. Пока она недостаточно обоснована, и автор гипотезы намерен заняться поиском весомых аргументов в ее пользу. Есть и другие картины мира, лишенного темной энергии. Одна из них опять забросит нас в многомерное пространство.
модель Вселенной с большим количеством измерений может объяснить расширение космоса без участия неуловимой темной энергии. Мы знаем, что у нее отрицательное давление, и она не становится менее мощной по мере расширения Вселенной. Это вызывает недоумение у многих физиков, которые пытаются как-то все объяснить. Ученый из Индийского технологического института Наман Кумар предположил, что Вселенная существует в паре с антивселенной, которая движется назад во времени. В этом случае становится понятным ускоренное расширение космоса без темной энергии. В новой работе физик представил модель мироздания в виде трехмерной браны, которая находится внутри более многомерного объема пространства. Брана в теории струн — гипотетический объект по размеру меньше, чем пространство, в котором он находится. Представляете Вселенную в виде двухмерного листа внутри трехмерного объекта. Это то, чем является наш мир в форме браны, расположенной в пространстве с большим количеством измерений. Теоретически каждый подобный объект постоянно растягивается. Физик использовал модель браны с переменным растяжением, а также одновременно варьировал гравитационную составляющую нашего мира в разномерных пространствах. В результате получилось, что брана может растягиваться без помощи темной энергии. По словам автора исследования, уже давно назрела необходимость в кардинальном решении по темной материи и темной энергии. Либо мы продолжаем жить с ними, окончательно признав общую теорию относительности, либо мы принимаем, что существуем в огромной мультивселенной с большим количеством измерений. Сейчас в научном мире все-таки преобладает мнение, что Вселенная выбирает простоту и симметрию. А модифицированные теории гравитации не соответствуют этим критериям, но пока нет ключевых доказательств существования темной материи. Возможно, все. Ее темная история может повернуться как угодно. Даже таким удивительным образом, как считает астрофизик Адам Франк из Рочестерского университета. Ученый занимается поиском техносигнатур внеземных цивилизаций при поддержке НАСА. Он уверен, что темная материя появилась в результате искусственного вмешательства в ткань пространства сверхразвитой инопланетной цивилизации. То же самое с темной энергией, которая, как считается, отвечает за ускорение Вселенной. По мнению Франка, неуловимая энергия здесь ни при чем. Эта продвинутая цивилизация специально расширяет пространство, чтобы избежать хаоса и смерти мироздания. Инопланетяне поднялись на такой уровень развития, что могут менять законы физики по своему усмотрению. Например, они способны изменить само понимание пространства-времени и таким образом создать комфортную среду для своего проживания. Будет ли у нас возможность познакомиться с этими удивительными творцами? Скажем, однажды во время путешествия по космосу, как-то ненавязчиво предложив им свою компанию. Почему бы и нет? Мы часто говорим, что во Вселенной возможно все. Мы даже можем предположить, что знакомство будет совершенно нетривиальным. Но это уже сюжет для другого видео. Когда бы мы ни смотрели в ночное небо, картина будет прекрасна, но примерно одинаково. Звезды всегда на своих местах сияют разноцветными огоньками. Разве что какой-то метеорит изредка пролетит между ними, оживив панораму. На самом деле космос просто бурлит. В нем рулят невидимые электромагнитные силы, которые мы обычно не чувствуем. Небесные тела тоже постоянно в делах и выясняют какие-то важные вопросы, обмениваясь сигналами. Иногда между ними возникают конфликты и гремят взрывы. Некоторые звезды вместо катастроф предпочитают светские развлечения. Как заправские модницы, они ухитряются обновлять свой цвет с помощью невозможных на Земле температур. Знаменитая Бетельгейзе когда-то была желтой, сейчас она красная. Потом вновь станет золотистой. И, наконец, взорвется сверхновой, как синий сверхгигант или голубая WR-звезда. А другие светила, похоже, не любят праздность. Они открывают собственное производство и выпускают такие типы материи, с которыми мы практически никогда не сталкиваемся на Земле.
Во Вселенной вообще очень много странных вещей, которых не увидишь на нашей планете, но мы можем отправиться в космическое путешествие, чтобы больше о них узнать. Собирайтесь в путь и полетели. Самую короткую дорогу нам укажет нечто вроде космического GPS, подготовленного НАСА. Специалисты космического агентства выделили самые странные события, которые происходят почти исключительно в открытом космосе. Первое связано с материей, из которой состоим мы с вами, наша планета и вся Вселенная. На Земле вещество обычно принимает одно из трех состояний – твердое, жидкое или газообразное. Но в космосе 99,9% его находится в совершенно иной форме – плазмы. Плазма появляется, когда материя нагревается до экстремальных температур или подвергается воздействию сильного электрического тока. Такая материя включает свободные ионы и электроны в сверхзаряженном состоянии, которые выходят за пределы физических характеристик газа. Ее можно получить искусственным путем, и в больших городах мы каждый день по вечерам видим это в удивительном свете неоновых вывесок. В них используется неоновый газ и технология ионизации для генерации плазмы. Когда высокое давление воздействует на неоновый газ в стеклянной трубке, его атомы ионизируются. Внутри газа появляются ионные частицы и электроны. Наряду с искусственной мы можем наблюдать на Земле и природную плазму, правда, очень редко. Если не опасаетесь, то выйдите на улицу в грозу и посмотрите на небо. Яркие разряды молний – как раз та самая плазма, о которой мы говорим. В принципе, этим и заканчивается список мест, где мы можем с ней познакомиться. Но где тогда прячется вся остальная плазма? Ведь по утверждению специалистов она составляет почти все видимое вещество. Чтобы это выяснить, нужно еще раз выйти на улицу и посмотреть вверх. Только ночью и в ясный день. Все, что вы увидите, как раз и есть плазма. Из нее состоят звезды, которые сияют в небе. Мы знаем, что эти светила очень далеко от нас. Даже Солнце находится в среднем на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Возможно, потому астрономам так трудно разобраться в процессах, протекающих внутри звезд, и понять тонкости образования космической плазмы. Вместе с тем, о ней уже многое известно. Плазма – очень странное состояние материи. В сравнении с газом, где отдельные частицы хаотично носятся внутри вещества, она может действовать коллективно, как команда. Плазма одновременно проводит электричество и находится под влиянием электромагнитных полей. Эти поля способны управлять движением заряженных частиц внутри вещества и порой разгонять их до безумных скоростей. Космос переполнен такими невидимыми магнитными полями, которые формируют пути плазмы. На Солнце они запускают солнечные вспышки, которые являются причиной выбросов плазмы или солнечного ветра. Ученые отмечают, что во время периода очень высокой активности на нашей звезде возникают огромные пятна. Они-то как раз и являются источниками извержения плазмы. Но кроме этого, на светиле постоянно действуют дугообразные столбы из плазмы, большие петли, известные как солнечные протуберанцы. Иногда они простираются очень далеко в космос. Такие протуберанцы могут оторваться от Солнца. Тогда потоки плазмы кружат в Солнечной системе, вновь и вновь меняя свой путь. Похоже, подобные невероятные турне по пространству им очень по душе. Совсем как и нам, космическим путешественникам. А если огромный поток частиц добирается до Земли, то в нашей жизни начинается хаос. Солнечный ветер сталкивается с нашим магнитным полем, которое заставляет компасы указывать на север. Этот щит направляет плазму вокруг планеты, не давая ей пробиться внутрь. Но нередко солнечный ветер прорывает оборонительный рубеж и получает возможность управлять энергетическими процессами в атмосфере. К ним относятся великолепное полярное сияние и солнечные бури. Да и сама плазма со стороны порой представляет очень живописное зрелище. Недавно астрофотограф Эндрю Маккарти смог поймать на фото ее гигантский поток.
которым Солнце выстрелило в пространство. Он устремился в космос со скоростью около 161 тысячи километров в час. Поток распространился на 160 тысяч километров вокруг светила, что более чем в 12 раз превышает диаметр Земли. Если такие вспышки направлены в сторону нашей планеты, то могут причинить многие неприятности, например, повредить спутники и телекоммуникации. И сейчас, когда Солнце находится на пике своей активности, мы регулярно сталкиваемся с подобными ударами. Так, недавно в течение часа Солнце выбрасывало интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое достигло Земли 24 октября. Это привело к радиоблэкауту над Австралией и Юго-Восточной Азией. Коротковолновая радиосвязь в регионах была временно нарушена, поскольку излучение при взаимодействии с частицами атмосферы Земли заблокировало радиосигналы. Если посмотреть дальше в космос, то там все происходит примерно так же. Другие звезды тоже могут выбрасывать потоки плазмы, и даже черные дыры замечены в подобных развлечениях. На Земле нет подобного экстрима, хотя от Сибири до Сахары можно встретить широкий диапазон температур. Рекорды, которые отмечены метеорологами, от плюс 57 градусов до минус 89. Даже эти показатели по обоим концам шкалы кажутся нам сущим адом. А вот для космоса, как можно понять на примере джетов, это очень средние температуры. Но может это исключение из правил? Попробуем в этом разобраться. Возьмем сначала Солнечную систему. У наших соседок, планет без изолирующей атмосферы, температура резко колеблется между днем и ночью. Самые безумные погодные качели мы найдем на Меркурии. Там регулярно бывают дни с температурой около 449 градусов и ночи, когда холод достигает минус 171 градуса. В открытом космосе некоторые искусственные аппараты тоже испытывают существенную разницу между солнечной и теневой сторонами. В среднем колебания равны 33 градусам. Похоже на то, как если бы стакан воды в тени замерз в жаркий летний день. Но это еще не рекорд. Для солнечного зонда НАСА «Паркер» при максимальном приближении со светилом подобная разница между освещенной и темной стороной составила более 2000 градусов. Спутникам и приборам, которые НАСА отправляет в космос, трудно выдержать такие перепады, и их приходится от этого защищать. Например, обсерватория солнечной динамики проводит большую часть времени под прямыми солнечными лучами. Но несколько раз в год ее орбита попадает в тень Земли. Тогда температура солнечных панелей, обращенных к Солнцу, падает на 158 градусов. В это время включаются бортовые обогреватели и так прогревают обсерваторию, что колебания температуры не превышают половины градуса. Аналогично костюмы астронавтов рассчитаны на температуру от минус 157 до 121 градуса. Скафандры белые, чтобы отражать свет Солнца, а обогреватели размещены по всей внутренней части корабля. Также одежда членов экипажа обеспечивает внутри помещений постоянное давление и наличие кислорода, защищает от ударов микрометеоритов и ультрафиолетового излучения Солнца. Когда-нибудь астронавты отправятся еще дальше в космос, и там, конечно, им понадобится совершенно другая, более серьезная экипировка. На далеких экзопланетах вот где настоящий температурный экстрим. Больше всех здесь отличилась Кельт-9b из созвездия Лебедь, до которой 650 световых лет от Земли. Она разогрелась сильнее, чем некоторые звезды. Родительское светило под стать этой горячей штучке. Бело-голубая звезда Кельт-9 имеет температуру 9897 градусов, то есть 176% солнечной. Экзопланета движется по небу буквально за руку со своим Солнцем, находясь от него на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Кельт-9b совершает оборот вокруг звезды всего за 1,48 суток, потому так раскалена. На дневной стороне планеты, которая всегда повернута к звезде одним полушарием, температура может достигать
4300 градусов Цельсия. Для сравнения, на Солнце в среднем она составляет около 5500 градусов Цельсия. По сути, дневная сторона Кельт-9b имеет температуру таких звезд, как оранжевые карлики. Впрочем, ее темная сторона, которая никогда не освещается Солнцем, конечно, намного холоднее, но тоже не порадует приятной прохладой. На этом полушарии жара достигает 2000 градусов. В целом же планета-печь получает от своей звезды 44 тысячи раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Невероятно высокие температуры превращают Кельт-9b в очень странный мир, где повреждается структура химических элементов. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Даже железо и титан на экзопланете находятся в газообразном состоянии. Еще из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b раздулась как воздушный шар. В результате этот газовый гигант оказался рыхлым, подобно сладкой вате. Он в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Согласитесь, как-то не хочется близко знакомиться со столь ужасным миром. Зато если нужно из космоса сделать на память о путешествии уникальный снимок, это как раз тот случай. У Кельт-9 есть великолепный яркий шлейф из раскаленных газов, который отлично выйдет на фото. Его образует материя, испарившаяся с поверхности планеты под воздействием мощного ультрафиолетового излучения своего светила. Сама поверхность этого мира тоже, вероятно, окажется впечатляющей. Ученые считают, что на ней кипят и плещутся океаны раскаленной лавы. И все же по сравнению с самыми горячими звездами на Кельт-9b, можно сказать, климат довольно умеренный. Давайте посмотрим на WR-102, который относится к классу звезд Вольфа-Райе. Подобные голубоватые светила крайне редки и славятся своим ярким сиянием. WR-102 относится к еще более уникальному спектральному подклассу WO2. Так называют богатые кислородом звезды Вольфа-Райе. Их известно всего лишь 4 в Млечном Пути и 5 в других галактиках. Звезды Вольфа-Райе самые массивные и горячие во всем мироздании. Так температура WR-102 почти 210 тысяч градусов, а светимость атмосферы приравнивается к 282 тысячам солнечных. Звезды, по мнению ученых НАСА, вообще те еще алхимики. Они любят заниматься очень странными вещами. Чтобы больше узнать о хобби светил, полетим снова к Солнцу. В старину люди всегда считали его космическим чудом. 500 лет назад ацтеки, например, приносили жертвы, чтобы в небе не погас этот теплый яркий шар. Сейчас мы знаем, что Солнце, как и другие звезды в расцвете сил, раскалены за счет реакции термоядерного синтеза в своих недрах. Каждую секунду наши светила синтезируют около 600 миллионов тонн водорода. Это масса 102 великих пирамид Гизы, 1812 зданий Empire State Building или, по некоторым оценкам, почти всех рыб на Земле. Если нам когда-то удастся воспроизвести подобную реакцию на Земле, то мы получим безграничное количество чистой, безопасной и доступной энергии. Но насколько это реально? Посмотрим, в чем суть термоядерного синтеза. Так называется процесс, в котором легкие элементы уплотняются за счет огромного давления и температуры в новые, более тяжелые элементы. Этот процесс начался еще в молодости Вселенной и длится до сих пор. За это время термоядерный синтез внутри звезд и взрывы сверхновых обеспечили космос более чем 80 новыми элементами. Суть термоядерного синтеза в том, что внутри звезд ядра сталкиваются друг с другом при очень высокой температуре, превышающей 10 миллионов градусов Цельсия. Этого хватает, чтобы преодолеть силу их взаимного электрического отталкивания. Как только подобное происходит, ядра сливаются. Однако здесь есть нюанс. Ядра должны находиться в замкнутом пространстве, что увеличивает вероятность их столкновения.
Звезды создают такие условия за счет колоссального давления своей гравитации. В результате происходит реакция ядерного синтеза, которая не только рождает новые элементы, но также высвобождает огромное количество энергии и частиц света – фотонов. Если взять в пример Солнце, то фотонам требуется около 250 тысяч лет, чтобы преодолеть около 700 тысяч километров от ядра и достичь видимой поверхности светила. После этого все происходит, можно сказать, за мгновение. Свету нужно всего 8 минут, чтобы преодолеть 150 миллионов километров до Земли. Повторить это все на Земле кажется практически невозможным. На пути встанет множество препятствий. На Солнце, как мы уже выяснили, термоядерный синтез естественным образом вызывает огромная гравитация звезды. Однако без этой силы для слияния, например, дейтерия и трития, понадобится разогреть их до 100 миллионов градусов Цельсия. Еще придется обеспечить сильное давление в достаточно замкнутом пространстве. Рассчитать нужно так, чтобы термоядерная реакция длилась в течение определенного времени. Это сложные задачи, но многие специалисты сейчас пытаются их решить. Мы уже освоили деление, обратную ядерную реакцию, которая расщепляет тяжелые элементы на более мелкие. При этом выделяется огромное количество энергии. Технология используется на атомных электростанциях и считается очень эффективной. Но ей не сравнится с возможностями термоядерного синтеза. Вот если он когда-то дастся нам в руки, то приз будет небывалым. Термоядерный синтез сможет удовлетворять энергетические потребности человечества в течение миллионов лет. Сырье на Земле для этого имеется в избытке, и его легко добыть. Так дейтерий можно с небольшими затратами добывать из морской воды, а тритий выделить из достаточно широко распространенного в природе лития. Термоядерные реакторы, к тому же, будут достаточно безопасными. Они не станут вырабатывать высокотоксичные в течение очень долгого времени ядерные отходы. И аварии, когда расплавится активная зона термоядерного реактора, практически исключены. Еще одно преимущество такого синтеза – экологическая чистота производства. Во время процесса в атмосферу не выбрасываются углекислые и другие парниковые газы. Все эти преимущества мы когда-то сможем получить, пользуясь технологиями звезд. В копилке светил есть еще кое-что чрезвычайно для нас интересное. Они знают рецепт самого прочного вещества во Вселенной. Позаимствовать технологию мы сможем не у обычной звезды, а нейтронной. Они не редкость в нашем небе. В настоящее время астрономам известно более 3200 нейтронных звезд. Около 90% из них – одиночки, остальные входят в кратные звездные системы. Всего же в Млечном Пути, по оценкам, на 1000 обычных может приходиться приблизительно одна нейтронная звезда. Как раз они и готовят экзотическое сверхпрочное ядерное тесто по своему особому рецепту. Если мы решим им воспользоваться, вот какие нужно предпринять шаги. Первый шаг – взять большую звезду на поздней стадии эволюции. Шаг второй – варить светило в собственном соку за счет его жира, пока звезда не взорвется сверхновой. Важно! Процесс может занять миллиард лет, так что придется набраться терпения. Шаг третий. Тщательно замешать все оставшиеся протоны и электроны внутри сморщенного ядра звезды, пока они не образуют твердое тесто из сверхплотных нейтронов. Шаг четвертый – отжать все лишние элементы. Экономить не следует. Применяйте столько гравитации, сколько необходимо для получения хорошего результата. Шаг пятый – скатать нейтронный пласт в геометрическую сферу размером с канадский город Торонто. Когда она покроется запеченной кристаллической корочкой, подать запечатанный до температуры 600 градусов Цельсия. Можно добавить какую-нибудь начинку по вкусу. Соус из образовавшейся после взрыва туманности для этого отлично подойдет. Неизвестно, насколько Вселенной сложно готовить это космическое блюдо, но вот ученым оно прибавило забот. В течение нескольких лет астрофизики занимались разгадкой рецепта небесного деликатеса. Ядерное тесто наподобие того, что замешивала для пирожков ваша бабушка, возможно, практически единственное вещество,
способное выжить внутри светила после взрыва сверхновой. Но как ему удается существовать внутри нейтронных звезд сравнительно небольших, невероятно плотных объектов, пока это до конца выяснить не удалось. Зато последние исследования окончательно подтвердили, что ядерное тесто – самый твердый продукт во Вселенной. Группа исследователей из США и Канады провела серию компьютерных симуляций для проверки его прочности. Ученые использовали все данные об условиях формирования нейтронных звезд, которые сегодня известны науке, и попытались разбить пласт космического продукта. Результаты ошеломили исследователей. Оказалось, что для этого требуется примерно в 10 миллиардов раз больше силы, чем для разрушения стали. Большая часть прочности ядерного теста, вероятно, обусловлена его невероятной плотностью. В нейтронных звездах масса целого Солнца или больше упакована в компактное ядро диаметром 20 километров. В НАСА подсчитали, что вес вещества в кусочке такого светила размером с кубик сахара составит более 1 миллиарда тонн. Примерно столько же весит гора Эверест. Другие исследования показали, что сравнение с горой в данном случае пришлось прямо в точку. Ядерное тесто в нейтронных звездах настолько плотно упаковано, что его пласты наслаиваются друг на друга. Образуются небольшие горы, способные изнутри как бы немного приподнимать кору некоторых нейтронных звезд, которые вращаются чрезвычайно быстро. Нейтронные горы теоретически способны создавать вокруг себя рябь в пространстве времени или гравитационные волны. Волны могут появляться еще из-за столкновения двух нейтронных звезд друг с другом. Это очень редкое явление, однако в 2017 году детекторы LIGO-Virgo обнаружили импульс гравитационной волны, названный GW-170-817. Он предположительно связан со слиянием двух нейтронных звезд в эллиптической галактике NGC 4993 из созвездия Гидры. Имеет ли отношение ядерное тесто к этому и другим подобным событиям? Сейчас ученые проводят исследования, чтобы все выяснить. Еще они пытаются разобраться с некими космическими силами, которые окружили Землю кольцом из странных вспышек. Каждый день они происходят в космосе вокруг Земли. Только мы не видим этих фейерверков. Они происходят, когда потоки заряженных частиц или солнечный ветер врезается в магнитосферу нашей планеты. Он запутывает магнитные поля Солнца и Земли. В конце концов, эти линии рвутся и перестраиваются, отстреливая близлежащие заряженные частицы. Такие взрывные события называются магнитным пересоединением. Хотя мы не способны увидеть подобный процесс невооруженным глазом, иногда можем наблюдать его последствия. Некоторые из возмущенных частиц проникают в верхние слои атмосферы Земли, и тогда в нашем небе вспыхивают яркие и красочные полярные сияния. Миссия НАСА под названием ММС, которая состоит из 4 спутников, измеряет силу таких явлений. Аппараты изучают магнитопаузу Земли, то есть границу магнитного поля нашей планеты. В этой области пересоединения магнитного поля создают шквальные потоки тепла и кинетической энергии, потому исследования проводить очень сложно. Тем не менее, работа продвигается, и недавно, например, обнаружены необычные явления в хвосте магнитосферы. Да, возможно, это не самый известный факт, но магнитное поле Земли имеет хвост. Когда солнечный ветер бьет по планете, он оставляет после себя длинный след, который тянется в виде хвоста. И это очень неспокойный шлейф. В хвосте магнитосферы постоянно бушуют многочисленные магнитные бури. Одна из них устроила для ученых настоящий квест, неожиданно исчезнув. Астрономы обнаружили ее признаки в хвосте магнитосферы, но вот самой бури там не нашли. Миссия ММС сейчас занимается разгадкой этого явления. Оно должно сопровождаться сильными электрическими токами и колебаниями магнитного поля. Но спутники так и не обнаружили следов ни одного, ни другого. Вполне возможно, что эта необычная буря была локализирована в маленькой области неба. Тогда отыскать в небе ее отголоски практически невозможно.
Тем не менее, ученые не сдаются. В следующем году спутники ММС будут измерять магнитные пересоединения напрямую в магнитном поле планеты. В это же время другая группа исследователей из Земли начнет проводить моделирование магнитного поля, чтобы понять, как оно себя ведет. Сравнивая результаты, ученые надеются пройти квест, отыскав исчезнувшую бурю и понять механизм ее маскировки. Тогда удастся лучше изучить точную взаимосвязь между магнитным пересоединением и событиями, которые они вызывают. Причем не только вокруг Земли. Если мы полетим дальше в космос, то тоже сможем наблюдать там подобные процессы. Присоединение происходит по всей Вселенной, где возникают скручивающиеся магнитные поля, и ученым уже кое-что известно о последствиях этого. Посмотрим на определенный тип черных дыр, вращающихся, которые названы в честь новозеландского астрофизика Роя Керра. Модели показали, что такие дыры окружены сильно намагниченной плазмой, но быстро теряют магнитное поле. Это является причиной выбросов жесткого рентгеновского излучения из магнитосферы монстра. Почему так происходит? Чтобы ответить на вопрос, нужно ближе познакомиться с черными дырами Керра. Некоторые из них рождаются в результате коллапса намагниченных звезд. Они наследуют магнитное поле своих светил, которое пронизывает горизонт событий дыр. Также монстр может приобрести собственное магнитное поле в результате слияния с намагниченной нейтронной звездой. Из-за этого у него появляются волосы в виде силовых линий магнитного поля, но ненадолго. В вакууме любое безмассовое поле быстро улетучивается, оставляя черную дыру лысой. Тогда как раз и происходит перезамыкание магнитных линий. В результате они вытягиваются, разрываются, а затем соединяются вновь в виде магнитных петель, содержащих плазму. Образовавшиеся плазмоиды либо падают за горизонт событий, либо улетают от черной дыры на немыслимых скоростях. Астрономы из Университета Массачусетса недавно столкнулись с другим удивительным явлением прямо в центре Млечного Пути. Они засекли невиданный ранее источник энергии с помощью телескопа Чандра. Сердце нашей галактики практически невозможно увидеть в оптическом свете за плотной пеленой из газа и пыли. Но Чандра в рентгеновском диапазоне отлично проникает сквозь такой туман. Обсерватория смогла зафиксировать в этой области пару рентгеновских шлейфов рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец-А со звездочкой. Еще более интригующим стало наблюдение рентгеновской нити под названием G0.17-0.41, расположенной вблизи южного шлейфа. Эта нить раскрывает новое явление, которое свидетельствует об активном процессе магнитного присоединения. Обычно магнитное присоединение происходит, когда два противоположных поля сталкиваются друг с другом, высвобождая огромное количество энергии. Однако странная нить намекает на ранее неизвестный межзвездный механизм. Он может управлять потоком энергии и, возможно, даже эволюцией Млечного Пути. Но каково общее количество энергии исходит из центра галактики? Как производится и транспортируется эта сила? Влияет ли процесс на галактическую экосистему? Это пока еще неизвестно. Однако данные обсерватории Чандра указывают путь к разгадкам сложных магнитных маневров, которые проводит Вселенная. Впрочем, в космосе и более простые, обыденные вещи порой приобретают удивительные свойства. Так на Земле существует простой способ передачи энергии. Стоит только подтолкнуть что-то, и дело сделано. Мы часто можем увидеть подобные явления, например, когда ветер заставляет деревья качаться. Нам это кажется естественным и единственно возможным ходом событий. А что вы скажете о силах, которые способны передавать энергию, даже не соприкасаясь? Это кажется фантастикой, но только не для космических сил. Давайте посмотрим, как все происходит. При ударах в пространстве энергия передается через плазменные волны, электрические и магнитные поля. Чтобы лучше понять процесс, представьте себе частицы как стаю птиц, летящих вместе. Если попутный ветер подхватывает и толкает птиц, они движутся быстрее.
При этом нам кажется, что пернатых ничто не подгоняет. Частицы ведут себя примерно так же, когда они внезапно сталкиваются с магнитным полем. Оно может дать частицам толчок вперед, передав энергию через невидимые ударные волны. Когда поток, который движется со сверхзвуковой скоростью, сталкивается с неподвижным объектом, он образует главную ударную волну. Она мало чем отличается от основной волны впереди лодки, стоящей на якоре в быстром течении воды. Такое же явление еще создает солнечный ветер, когда врезается в магнитное поле Земли. Подобные удары появляются и в других местах космоса. Например, астрономы фиксируют их вокруг активных сверхновых, выбрасывающих облака плазмы. В редких случаях явление может временно создаваться на Земле. Это происходит, когда пули или самолеты движутся быстрее скорости звука. Все эти странные события, как считают в НАСА, распространены в космосе. Хотя некоторые можно воспроизвести в специальных лабораторных условиях, большинство таких вещей нельзя наблюдать в обычных условиях на Земле. НАСА активно изучает космический хендмейд, чтобы больше узнать о механизмах работы Вселенной и, если получится, перенять ее опыт. И может странная космическая сигнализация, опутавшая пространство, способна многое нам подсказать. Повсюду во Вселенной проведены подобные, конечно же, условные провода связи. Астрономы получают сигналы от звезд, сверхновых, активных ядер галактик или даже газовых облаков. Однако некоторые космические сообщения такие странные, что установить их отправителей или определить природу крайне сложно. Один из таких сигналов недавно просто шокировал астрономов. Он исходил из области вблизи нейтронной звезды и впервые был инфракрасным. Исследователи нашли его среди данных космического телескопа Хаббл. В том регионе неба находится пульсар RX-J0806.4-4123. Возможно, это он отправил нам послание с расстояния около 800 световых лет. У ученых уже есть несколько идей насчет этого сигнала. Они связаны с природой нейтронных звезд. Давайте коротко еще раз в ней разберемся. Когда светило достигает конца своей жизни, то обычно взрывается сверхновой. Затем звезды с очень большой массой обычно превращаются в черные дыры, а меньшие образуют нейтронные звезды, состоящие из плотно упакованных нейтронов. Если такие объекты сильно намагничены и вращаются достаточно быстро, чтобы генерировать электромагнитные волны, их называют пульсарами. Обычно нейтронные звезды испускают радиоволны или рентгеновские лучи более высокой энергии. А сигнал, о котором мы говорим, не только был инфракрасным, но и распространился по большой площади пространства на 200 астрономических единиц. Это в 5 раз дальше средней орбиты Плутона от Солнца. Такая протяженность не характерна для колебаний в инфракрасном диапазоне. Для этого не хватит силы одной нейтронной звезды. Сигнал явно включает что-то еще. Что именно? Давайте подлетим поближе к RX-J0806.4-4123 и попробуем разобраться, как мертвая звезда умудрилась обзавестись столь мощной сигнализацией. Она признана одним из ближних к Солнцу рентгеновских пульсаров и даже входит в элитную тусовку из 7 таких же светил. Астрономы называют их «великолепной семеркой» и считают всех очень странными персонажами. Они, похоже, никуда не спешат и вращаются гораздо медленнее, чем большинство пульсаров. Так, один оборот RX-J0806.4-4123 занимает 11 секунд, тогда как обычно пульсары вращаются за доли секунды. И все они довольно горячие штучки. Температура этих звезд намного выше, чем получается в моделях ученых. Исследователи предположили 2 версии того, что могло оказаться вблизи RX-J0806.4-4123 и включило его сигнализацию. В первой гипотезе предполагается, что это гигантский диск из материи после взрыва сверхновой. Он может простираться на 29 миллиардов километров в поперечнике.
Внутренняя часть диска, вероятно, должна иметь достаточно энергии для производства инфракрасного света. Это также объясняет, почему пульсар такой горячий и вращается настолько медленно. Диски в прошлом могли обеспечить некоторое дополнительное нагревание RX J0806.4-4123 и замедлить его вращение. Второе объяснение заключается в том, что инфракрасный сигнал, возможно, исходит от близлежащей туманности пульсарного ветра. Откуда берутся подобные космические бури? Пульсарный ветер образуется, когда электроны ускоряются в электрическом поле из-за быстрого вращения нейтронной звезды и ее сильного магнитного поля. Когда такое светило вращается быстрее скорости звука, оно влияет на межзвездную среду. Это пространство заполнено крошечными частицами газа и пыли, которые находятся между крупными небесными объектами. Взаимодействие межзвездной среды и пульсарного ветра может создать так называемую пульсарную туманность. Как раз она, согласно моделям, должна испускать инфракрасное излучение. Однако обычно подобные туманности, согласно наблюдениям, излучают в рентгеновском спектре. По этой причине порывы пульсарного ветра только в инфракрасном диапазоне выглядят для астрономов очень странными и требуют дальнейшего изучения. Тем временем в сети астрономов попала богатая добыча. Недавно обнаружены 13 загадочных сигналов, включая один, который повторялся с одного и того же места в течение нескольких месяцев. Эти сигналы известны как быстрые радиовсплески, мегасильные и сверхяркие, которые длятся всего несколько миллисекунд. Как полагают ученые, всплески происходят очень далеко, за миллиарды световых лет от нас, хотя их точное местонахождение неизвестно. Первый из них зарегистрирован в 2007 году, и с тех пор число подобных находок постоянно растет. В настоящее время их известно около 60. Сюда входит и серия из 13 радиосигналов, которые ученые всего за 2 месяца уловили в небе с помощью радиотелескопа CHIME. Среди них особенно загадочными астрономы считают 7 всплесков, которые произошли на расстоянии примерно в 1,5 миллиарда световых лет от Земли. Они зарегистрированы на частоте 400 МГц, самой низкой среди подобных радиосигналов, обнаруженных до сих пор. И всего во второй раз короткие всплески, как автоматная очередь, ударили 6 раз подряд в течение нескольких месяцев. По словам авторов исследования, это повторение исключает возникновение сигналов в результате какой-то космической катастрофы, например, сверхновой. Такие взрывы звезд происходят достаточно редко и не могут следовать залпами, причем в одном регионе космоса. Сейчас исследователи рассматривают несколько теорий происхождения этих взрывов. Короткие радиовсплески, например, в теории способны вызывать излучение, которое выбрасывают сверхмассивные черные дыры. Или даже, по мнению американского астрофизика Ави Леба, всплески могут оказаться импульсами инопланетного космического корабля. Пока в научном мире не исключают эту версию, хотя и считают ее маловероятной. Серия коротких радиовсплесков скорее дала астрономам надежду, что такие явления гораздо более распространены в космосе, чем считалось ранее. Просто на современном этапе развития технологий их трудно обнаружить. И не будем забывать, что последние всплески впервые зафиксированы на частоте 400 МГц. Можно предположить, что сигналы с еще более низкими частотами постоянно проносятся мимо нашей планеты. Астрономы уверены, что скоро сумеют их засечь. А пока ученые делают другие странные находки. Некоторые из них выбиваются за рамки того, что нам уже известно о Вселенной. Какая небесная сила, например, выкурила в космосе нечто вроде гигантской трубки мира? По крайней мере, на такую мысль наводят призрачные дымовые кольца, которые заметили астрономы. Если говорить точнее, это огромные размытые круги радиоизлучения, висящие в небе. Сначала исследователи засекли один из кругов и не смогли его идентифицировать. Никто раньше не видел в космосе ничего подобного. Вскоре нашли второе кольцо, а затем еще несколько. Таинственные круглые пятна назвали ORC,
Что означает нечетные радиокруги? Остался главный вопрос. Что же все-таки за объекты попали на снимки? Пока об этом сведений мало. Например, астрономы еще не ответили на вопрос, далеко от нас туманные кольца или близко. Эти объекты могут быть в Млечном Пути и размером не превышать нескольких световых лет в поперечнике. Или же кольца дымятся где-то в других галактиках, а в поперечнике достигают миллионов световых лет. С их природой все еще сложнее. Астрономы считают, что ORC не гигантские лепестки излучения струй электронов, вылетающих из сверхмассивных черных дыр в радиогалактиках. Оба явления очень сходны, но ORC имеют четко выраженную круглую форму, в отличие от запутанных облаков известных радиогалактик. Версия об остатках сверхновой тоже не подходит. Призрачные круги для этого чересчур далеки от большинства звезд в Млечном Пути, и их слишком много. Могут ли это быть кольца Эйнштейна? Такие украшения дарят Вселенной радиоволны из отдаленных галактик, которые изгибаются в круг под влиянием гравитационного поля галактических скоплений. Но нет, дымчатые круги для этого слишком симметричны, и ученые не видят скопления в их центре. Есть и другие теории, однако ни одна из них не объясняет природу призрачных кругов. Тем временем в поле зрения астрономов попадают все новые призрачные кольца. Их общее количество теоретически оценивается примерно в 1000 или даже больше. Поиски недостающих облачных структур сейчас ведут телескопы по всему миру. Сложность в том, что ORC чрезвычайно слабые, так что их трудно заметить и изучить. Но рано или поздно астрономы с помощью продвинутых телескопов в этом разберутся, как и с другими странными вещами во Вселенной. А их, как мы убедились, во время путешествия в небе хватает. В эту категорию попадает даже космическая пустота или вакуум. Мы его не видим и не ощущаем. Попробуйте, например, просто хлопнуть по пустоте рукой. Никакого эффекта, конечно, не будет. Но на самом деле в вакууме происходят просто фантастические вещи. Космическая пустота представляет собой бурлящий коктейль из субатомных частиц. Они постоянно возникают, уничтожаются, а затем как зомби воскресают вновь. И так без конца. Этот удивительный круговорот определяется квантовой природой частиц. Электроны, фотоны, нейтрино и другие, согласно правилам квантового мира, не являются тем, чем кажутся. Они представляют собой часть гораздо большей и сложной структуры – квантового поля, которое впитывают каждый кусочек пространства и времени. У всех частиц есть отдельное квантовое поле. У электронов оно свое, у фотонов тоже и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, а когда затихают – исчезают. То есть то, что мы называем частицами, является локализованной вибрацией квантового поля. Такие колебания происходят постоянно, даже если их силы недостаточно, чтобы создать частицу. Получается, что настоящего вакуума не существует. Он из чего-то состоит, а также обладает собственной энергией. И эта пустота порой бывает для нас очень опасна. Представьте, что вы космонавт и исследуете околоземное пространство. Внезапно вас по какой-то причине выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом без защитного скафандра? В НАСА говорят, что смерть наступила бы в течение нескольких минут. За это время космический вакуум вытянул бы воздух из ваших легких, и вы бы задохнулись. Но человек для вакуума – легкая и мелкая добыча. Пустота, вероятно, не прочь поохотиться и по-крупному. Вся Вселенная – вот ее самый желанный приз. По крайней мере, так некоторые ученые объясняют один очень странный феномен. На краю Вселенной массово тухнут галактики. Почему? Точно неизвестно. Возможно, в этом виноват вакуумный распад. Но как пустота, которая вроде бы особой силой не обладает, может справиться с целой галактикой? Вот какое объяснение дают исследователи. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. Это состояние называют ложным вакуумом и сравнивают его с равниной. Однако, возможно, когда-то из-за некой встряски или другого события на этой равнине возникнет как бы энергетическая впадина.
В результате уровень энергии во Вселенной снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному вакууму. И этот процесс, согласно одной из версий астрофизиков, уже начался. Именно он превращает галактики на окраинах Вселенной в ничто. Правда, это далеко не идеальное объяснение катастрофы. По наблюдениям астрономов, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад должен происходить со скоростью света. К примеру, он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Но в любом случае не стоит переживать за нашу планету. Даже если в конце Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется лишь через миллиарды лет. У нас есть время, чтобы разобраться с вакуумом и со многими другими странностями Вселенной. Сейчас ученые, например, активно ловят нейтрино, электрически нейтральные, практически безмассовые элементарные частицы. Их пытаются найти с помощью специальных детекторов, которые встраивают под землю, под дно морское или в большие куски льда в рамках проекта IceCube. Для нейтрино добраться в такие далекие уголки Вселенной ничего не стоит. Теоретически невероятные частицы могут беспрепятственно проникать куда угодно, даже сквозь километры свинца. Некоторые из них, пока вы смотрите наши видео, проходят сквозь ваше тело. Эти фантомы наверняка прилетают издалека, ведь всех их выковывают звезды в огне своих термоядерных реакций, а также взрывах сверхновыми. Белые карлики и нейтронные звезды, несмотря на то, что считаются мертвыми, тоже умудряются из глубин своих саваннов прибавить загадок. Они способны творить очень странные вещи, например, создавать вырожденный электронный газ. Мы обязательно познакомимся с такими космическими чудесами во время очередного путешествия, как только ученые внесут их координаты в систему космического GPS. Без энергии в современном мире не прожить. Мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. Стоит только вспомнить, сколько раз разрядившийся смартфон ломал все планы на день. Но это лишь маленькая толика нашего быта. Без энергии у людей не будет тепла и света, чистой воды, остановится производство. А при дальних путешествиях к звездам эта зависимость увеличится во 100 крат. Энергия нужна для движения космического корабля, его освещения, производства пищи, необходимого для дыхания кислорода, ну и далее по очень длинному списку. Как все это обеспечить? Ученые говорят, что сама Вселенная скрывает неисчерпаемые источники энергии. Давайте примерим на себя роль космических старателей и отправимся на поиски этих бесценных залежей. Где находится внеземной Персидский залив? И можно ли добыть энергию буквально из пустоты? Попробуем это выяснить. Прежде всего отметим, что понятие энергии впервые употребляется Аристотелем в его работе «Физика». Однако античный философ имел в виду деятельность человека. В привычном нам понимании термин начали использовать только в начале XIX века благодаря английскому ученому Томасу Юнгу. В качестве топлива в те времена использовали каменный уголь, но появились и оригинальные идеи. Например, люди видели, какой силой обладают молнии, потому им приходила мысль этим воспользоваться. Действительно, в среднем один грозовой разряд несет в себе гигаджоуль энергии. Этого достаточно, чтобы вскипятить почти 3 тонны воды. Но до сих пор не существует аккумуляторов, способных вместить такое колоссальное количество энергии за мгновение. То же самое с ураганами. Средняя буря заряжена значительно больше, чем мощная атомная бомба. А вот воспользоваться их силой мы пока не можем. Основными источниками энергии для нас остаются каменный уголь, нефть и газ. К сожалению, они загрязняют экологию, приводят к глобальному потеплению, и люди давно ищут что-нибудь не такое вредное. Во многом здесь помогает вода. Существуют, например, электростанции, использующие силу морских и океанских приливов. Если посмотреть на США, то во всех штатах часть электроэнергии вырабатывается с помощью гидроэлектростанций. Ветер человек тоже приспособил для собственных нужд. Ветряные электростанции обеспечивают примерно 1,5% всего электричества в мире. Это, конечно, немного. Но есть вид альтернативной энергии, который уже полностью обеспечивает целое государство. Вернее, пока одно.
Токелау – первая страна в мире, где 100% энергии вырабатывается солнечными панелями. Только вот по территории это лишь 3 острова, общей площадью всего в 10 квадратных километров. Так что говорить о торжестве солнечной энергетики сейчас не приходится. Хотя теоретически света нашей звезды хватит для удовлетворения всех потребностей человечества. И, конечно, специалисты делают все, чтобы это направление развить. На Земле для добычи энергии звезды в основном используют солнечные панели и батареи. Они превращают свет в электричество очень простым способом. Фотоны, падая на полупроводники, вызывают движение электронов. Соединяя ячейки последовательно и параллельно, можно таким образом получить нужное напряжение тока. Однако Солнце по полной работает только при хорошей погоде, и в среднем можно использовать лишь около 25% своей номинальной мощности батарей в течение года. Это вынуждает электросети полагаться на другие источники питания, когда солнце не светит или при облачности. А если подняться выше, в космос? Специалисты говорят, что результаты получатся просто фантастическими. В сравнении с наземными панелями процесс преобразования солнечного излучения в электричество на орбите имеет немало преимуществ. Это прежде всего отсутствие земной атмосферы, которая поглощает и рассеивает от 30 до 50% лучей звезды. В космосе данной проблемы не существует, а интенсивность солнечного излучения там приблизительно в 10 раз выше, чем на Земле. На орбите можно собирать намного больше энергии, причем практически круглосуточно. У спутников, которые будут генерировать силу лучей звезды, не будет никаких временных ограничений. Исключением станут лишь несколько минут в день, когда Земля будет проходить между спутником и Солнцем. Солнечные панели космического базирования по расчетам сумеют постоянно генерировать 2000 гигаватт энергии. Это в 40 раз больше, чем солнечная панель могла бы вырабатывать на Земле ежегодно. Однако, чтобы питаться от Солнца с орбиты, аэрокосмическим инженерам придется решить несколько технически очень сложных задач. Насколько реальным и экономически рентабельным им представляется проект космической солнечной электростанции? И поможет ли она нам полностью отказаться от ископаемых ресурсов? Космическую солнечную энергию, как мы говорили, планируется собирать на земной орбите при помощи спутников. Аппараты оснастят массивными фотоэлектрическими элементами. Для организации процесса беспроводной передачи энергии на Землю спутники планируют делать лазерными или микроволновыми. Лазерный спутник – продвинутая идея, и этот технологический прогресс достаточно прост. Он включает сбор излучения с помощью отражателей или надувных зеркал. Вся энергия направляется на солнечные панели, а затем на Землю через лазер. На планете это излучение преобразуется в электричество. Если брать космическую часть процесса, то все аппараты можно разместить чрезвычайно низко, всего в 400 километрах над Землей. Также их планируется делать очень маленькими, потому их запуск обойдется относительно дешево. Большой минус здесь – зависимость эффективности лазерной передачи энергии от погодных условий. При облачности и дожде лазерный луч может рассеиваться при прохождении через плотные грозовые облака. В результате он существенно растеряет заряд по пути на Землю. Тем не менее, эффективность одного лазерного спутника может составлять от 1 до 10 мегаватт. Этого достаточно для обеспечения потребностей небольших локальных объектов. К примеру, такие аппараты хорошо подойдут для обслуживания лунных или марсианских орбитальных станций и наземных баз. Микроволновые панели – другое дело. Суть этой технологии в том, что солнечная энергия станет конвертироваться в микроволновое излучение высокой интенсивности. Затем она будет передаваться на специальные принимающие микроволновые антенны Земли. Там микроволны снова превратят в электричество и распределят конечным потребителям. Такие спутники могут генерировать значительно большую мощность, чем лазерные, выдавая 1 гигаватт электроэнергии. Этого хватит для обеспечения потребности в электричестве довольно большого города. Также, в отличие от лазерной, микроволновая передача энергии не зависит от погодных условий. Ее высокочастотные волны
с легкостью проходят через плотные облака и практически не теряют мощности. А возможность передачи энергии со спутника на приемные станции, находящиеся в разных уголках мира, сведет к нулю расходы на раздачу электроэнергии. Больше не нужно будет передавать электричество посредством километров линий электропередач. Достаточно просто направить спутник на нужную приемную станцию на Земле и напрямую ее запитать. Однако у микроволновых спутников существуют и недостатки. Главными из них являются колоссальные размеры самих аппаратов, а также приемного оборудования на Земле. Так, для достижения мощности в 1 гигаватт диаметр волнового приемника на планете должен составить несколько километров. Помимо этого, запуск таких массивных объектов Земли пока не представляется возможным. То есть сборку микроволновых электростанций придется проводить на орбите. Она потребует от строителей сотен космических запусков составных модулей. Дело осложнит и высота, на которую нужно будет поднять эти спутники. Они должны функционировать примерно в 35 тысячах километрах от Земли. Столь огромная высота в настоящее время делает фактически невозможным техническое обслуживание и ремонт подобных электростанций. Однако энергетическая эффективность микроволновых спутников перекрывает их недостатки. И работа над проектом продолжается, причем количество игроков на этом поле возрастает. Так что солнечные микроволновые спутники, по прогнозам, могут появиться уже в следующие 10 лет. Конечно, перед этим придется решить еще ряд серьезных инженерных проблем. Прежде всего, это касается преобразования электрической энергии в микроволновое излучение. Во время передачи на Землю оно частично рассеивается в воздухе. Там его вновь нужно будет перевести в электричество, что опять повлечет за собой потери в мощности. Проблема столкновения спутников с орбитальным мусором окажется также очень острой. Если в аппарат врежется какой-то обломок или метеорит, он может отклонить микроволновой луч и направить его мимо приемника на Земле. Не менее сложной задачей, как мы уже отмечали, являются колоссальные размеры солнечных орбитальных электростанций. Площадь одного микроволнового спутника может составлять приблизительно 10 квадратных километров. Для строительства таких гигантских инженерных сооружений потребуются прочные и сверхлегкие материалы. Всю конструкцию можно будет вывести на орбиту поэтапно при помощи запуска созвездий спутников-модулей. Или, возможно, удастся поступить проще – просто напечатать на 3D-принтере отдельные модули электростанции прямо на орбите. Затем там же можно провести их сборку. Это существенно удешевит строительство на орбите солнечных электростанций. Хотя запуск станции для 3D-печати модулей тоже невероятно сложный процесс, как и вывод готового спутника Земли. Над решением проблемы уже активно работают компании по всему миру. Так, американская Reflect Orbital предлагает эффективный способ увеличения мощности солнечных электростанций. Компания планирует запустить созвездие мини-спутников, оснащенных большими отражающими зеркалами. Аппараты будут направлять концентрированные лучи солнечного света на Землю. Ориентировочно рой составят 57 небольших спутников, которые поднимут на 600 километров над Землей. Каждый аппарат будет относительно небольшим, весом всего 16 килограммов. Зато в целом созвездие составит значительную силу. Он сможет развернуть на орбите большое зеркальное полотно размером 10 на 10 метров. Его изготовят из очень прочного изоляционного пластика под названием Mylar. Рой будет совершать 2 оборота вокруг земного шара каждые 24 часа. Недавно компания в тестовом режиме подняла зеркало на воздушном шаре на высоту 2,7 километра над солнечной фермой. Это позволило электроэнергии генерировать около 500 дополнительных ватт на квадратный метр панели. Австралийская компания Solar Space Technologies разрабатывает свой спутник, который хочет запустить в 2027 году. Он будет представлять собой не созвездие отдельных аппаратов, а единое сооружение из множества строительных блоков. Их монтаж проведут прямо на орбите. Китайские специалисты разрабатывают собственную концепцию спутника под названием «Омега».
Система состоит из сферического солнечного коллектора, массива фотоэлектрических элементов, модулей управления и распределения мощности. Также в ее состав войдет микроволновая антенна передач. Правда, Омега, вероятно, появится на околоземной орбите не ранее 2050 года. Однако конструкция по заявленным характеристикам стоит таких ожиданий. Предполагается, что аппарат сможет генерировать и передавать на Землю до 2 гигаватт электроэнергии. Это эквивалентно работе примерно 6,25 миллиона наземных солнечных панелей. Таким образом, технологии космической солнечной энергетики на Земле еще в самом начале своего пути. Однако, несомненно, будут развиваться. Хотя бы потому, что по прогнозам к 2050 году потребность энергии в мире увеличится на 50%. Одно из самых крутых направлений для космических путешественников в таких технологиях – создание солнечного топлива для кораблей и орбитальных станций. Его уже применяют различные миссии. Важное условие здесь – компактность солнечных панелей. Например, огромные крылья Международной космической станции сделаны из очень тонких панелей. При транспортировке на орбиту они были сложены гармошкой, что упростило процесс. А потом конструкцию развернули, что дало возможность снабдить космонавтов на МКС необходимой электроэнергией. Словом, солнечные панели хорошо проявили себя в пространстве, но, конечно, они имеют недостатки. Например, устройство постепенно деградирует в условиях постоянного космического излучения. Из-за этого для длительных миссий их площадь необходимо рассчитывать с запасом. А увеличение массы в какой-то момент делает их слишком тяжелыми по сравнению с другими конструкциями. Однако все же Солнце очень надежный партнер. Еще в 1958 году США запустили спутник «Авангард-1», первый в мире работающий на солнечной энергии. Он до сих пор находится на орбите и, по прогнозам ученых, способен там оставаться еще сотни, если не тысячи лет. Кроме того, Солнце может питать межпланетные станции и космические телескопы, и даже стать безопасной альтернативой ядерным реакторам на корабле, который полетит на Марс. А в Европейском Союзе сейчас идет разработка системы беспроводного питания наноспутников, которая позволит заряжать компоненты накопителей энергии на аппаратах микро- и наноразмеров. Космический туризм также, вероятно, получит свой бонус. Солнечная энергия позволит заправить топливом туристические суда, осветить и обогреть каюты в жестких условиях космического холода. Словом, наша горячая звезда, внутри которой непрерывно кипит термоядерный синтез, может многое. Хотя холод нам тоже может очень пригодиться. Но как это может быть? Мы же знаем, что стужа, наоборот, связана для людей с дополнительными энергозатратами. Оказывается, что так происходит не всегда. Международная группа исследователей из США и Японии разработала устройство, которое генерирует электричество с помощью холода. Эта технология поднимает эффективность солнечных батарей в условиях слабой солнечной активности или при ее отсутствии. Новая идея ученых, связанная с холодом, позволяет получить электроэнергию даже ночью. Для этого специалисты разработали модифицированные солнечные панели, черпающие силу из заледеневшего пространства. Устройство оснащено инфракрасным фотодиодом-полупроводником, дающим энергию за счет разницы температур между Землей и космосом. Прибор будет использовать тепло нашей планеты, которое она набирает от Солнца днем и сохраняет ночью. Новый фотодиод улавливает космический холод, чтобы остыть сильнее, чем металлическая подложка под ним. Охлажденное таким способом зеркало затем принимает тепловую энергию от более нагретых элементов. Правда, такой способ пока малоэффективен. Ученым удалось получить лишь 64 нановатта электроэнергии на квадратный метр. Со временем создатели устройства планируют увеличить этот показатель до 4 Вт. Но все равно пока получится мизер. Современные солнечные панели генерируют от 100 до 200 Вт электричества на квадратный метр. Но это не единственный холодный опыт.
Калифорнийская компания разработала устройство для генерирования электрической энергии в результате соприкосновения со снегом. Подобный эффект возможен из-за возникновения электрического заряда при трении определенных материалов. Мельчайшие частицы снега несут положительный электрический заряд, а в качестве отрицательного заряженного материала разработчики использовали кремний. Такое устройство можно разместить прямо под снегом или, например, прикрепить к колесу велосипеда и даже подошве обуви. С мощностью у этого аппарата все обстоит неплохо. Устройство способно генерировать электромагнитное поле силой до 0,2 МВт на квадратный метр. Для сравнения, яркое освещение в большом помещении создает лампа накаливания в 20 Вт на квадратный метр. То есть снег может включить 50 тысяч таких ламп. Это круто. Но настоящее энергетическое Эльдорадо скрывает не снег. И вообще оно не на Земле. Чтобы найти это волшебное место, мы отправимся в космос. Далеко лететь не придется. Луну называют настоящим Персидским заливом 21 века. Что скрывает в своих недрах маленький спутник? Он, как канистра, наполнен каким-то особым топливом или дело в чем-то другом? Луна, как выяснилось, богата редким изотопом гелия-3 и может обеспечить всех жителей Земли чистой энергией. Давайте разберемся, что это за энергетическое чудо и как оно работает. Когда два фотона объединяются в нейтронном и двумя электронами во время процесса термоядерного синтеза на Солнце, то получается гелий-3. Затем его разносит по космосу солнечный ветер. Изотоп достигает Земли и натыкается на преграду. Его не пускает на планету магнитное поле, но некоторые частицы все же проникают в атмосферу. Также гелий-3 производится в ядре Земли, а затем выходит на поверхность и попадает в атмосферу. Оттуда он улетает в космос. Но ядро планеты создает очень мало этого изотопа. Ученые считают, что каждый год в атмосфере Земли концентрируется лишь от 300 граммов до 2 килограммов гелия-3. Если мы посмотрим на Луну, то она это вещество не производит. Зато у нашего спутника нет атмосферы и защитного магнитного поля. А потому ничто не мешает солнечному ветру доставлять на ее поверхность гелий-3. Поскольку на спутнике не происходит активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности реголит миллиарды лет накапливает гелий. Считается, что на спутнике Земли можно обнаружить примерно 1,2 миллиона тонн ценного изотопа. Ученые из университета штата Висконсин оценивают стоимость его тонны в $4 миллиарда. По другим расчетам, основанным на сравнении с нефтью, гелий-3 еще дороже. Тонна изотопа заменяет 20 миллионов тонн нефти. Современная стоимость черного золота в среднем составляет сумму около $50 за баррель. 20 миллионов тонн нефти обойдутся в $10 миллиардов. Таким ценным гелий-3 делают экологичность и энергетическая эффективность термоядерного синтеза на его основе. Овладев этим процессом, человечество получило бы практически вечный и чистый источник энергии. Недаром все ведущие страны мира стремятся создать подобную технологию. Компания Интерлун из США привлекла инвестиции в размере $15 миллионов для добычи гелия-3 и доставки его на Землю. Сейчас инженеры работают над созданием посадочного модуля, который будет искать места концентрации гелия-3 на Луне. В Интерлун заявляют, что у них есть необходимые технологии для добычи гелия-3 на Луне, которые к тому же не требуют больших затрат. То есть добыча этого источника чистой энергии и доставка его на Землю вполне экономически выгодна. Однако детали проекта пока не проясняются. Российские ученые, в свою очередь, хотят действовать старыми, но надежными способами. Они предлагают бульдозерами сгребать с Луны чудо топлива и вывозить его оттуда грузовыми кораблями. Ученые уже рассчитали, что в год хватит 2-3 полетов космических кораблей грузоподъемностью в 10 тонн за год. Причем затраты на их курсирование окажутся в десятки раз меньше стоимости электроэнергии на атомных электростанциях. В
В целом же лунные запасы гелия-3, по их мнению, могут обеспечить человечество энергией на 2000 лет. Правда, добычу его предполагают начать лишь через 30-40 лет. Однако к разработке самого проекта ученые планируют приступить уже в ближайшее время, пока проведение работ оценивают в 25-30 миллионов долларов. Китайские ученые, в свою очередь, предлагают идти необычным путем. В августе 2024 года они заявили, что построят на Луне метательную установку. Устройство будет состоять из 50-метровой стрелы и сверхпроводящего электродвигателя. Он начнет раскручивать стрелу до достижения второй космической скорости. Разогнанные таким способом капсулы с изотопом будут метать в сторону Земли. По расчетам авторов технологии, она удешевит доставку на 90%, а развернуть саму установку на нашем спутнике можно за 20 лет и 130 миллиардов юаней. Однако на пути к достижению цели все проекты наверняка столкнутся с огромными трудностями. Одна из самых серьезных в том, что на Земле пока отсутствует технология управляемого термоядерного синтеза. Задача не решена, несмотря на многолетние усилия, даже для более простой реакции на дейтерии и тритии. Синтез же с участием гелия-3 требует еще более жестких условий. И вообще, как говорится, голыми руками этот изотоп на Луне не возьмешь. Содержание его в грунте спутника реголите зависит от многих факторов, а концентрация его очень важна. В среднем из 1 тонны можно добыть всего около 10 миллиграммов гелия-3, так что для извлечения тонны нужно перебрать 100 миллионов тонн грунта, то есть участок лунной поверхности площадью 20 квадратных километров. Причем придется рыть на глубину 3 метров, а может и более. Таким образом, чтобы организовать добычу гелия-3 в промышленных масштабах, потребуется развернуть на спутнике целую индустрию. Во-первых, надо вскрыть и переработать лунный грунт на площади в сотни квадратных километров. Затем следует выделить нужное вещество из реголита при температуре 600-800 градусов, а из него уже получить нужный изотоп. Гелий-3 для целей транспортировки также придется сжижать и где-то хранить. Со всеми перечисленными процессами неизбежно связаны потери. Понятно, что первоначальные затраты на все это будут чрезвычайно велики. Для того, чтобы обеспечить только подготовительную стадию работ, понадобится доставить на Луну сотни тонн машин и материалов. Интенсивность полетов на трассе Земля-Луна должна составить несколько запусков в год. Добыча гелия-3 неизбежно потребует целого ряда сопряженных производств. Зато при переработке грунта и десорбции этого вещества в больших объемах также будут выделяться другие элементы, в том числе водород и углерод. Не составит особого труда также наладить изготовление кислорода из силикатов. Это значит, что непосредственно на Луне можно организовать производство топлива и окислителя для ракет-носителей. Еще реголит богат титаном. Его выплавка позволит производить тяжелые элементы конструкций и корпусов ракет прямо на спутнике. С Земли потребуется доставлять только высокотехнологичные элементы. Необходимая для жизнедеятельности людей и некоторых технологических процессов вода также может производиться на спутнике. Кроме того, развертывание постоянных баз позволит использовать Луну как космодром для масштабных исследований Солнечной системы. И всему этому может дать толчок добыча гелия. Но, допустим, мы получили его в огромном количестве прямо сейчас. Никакого энергетического прорыва быстро все равно не произойдет. Ведь мы не знаем, как запустить термоядерную реакцию с помощью гелия. Но можно воспользоваться объектами, внутри которых данный процесс уже идет. Это, конечно, звезды. Светила пышут безумным жаром и ярко сияют в небе из-за термоядерного синтеза в своих недрах. Они действительно обладают неисчерпаемой энергией. Мы уже убедились, что даже на расстоянии в миллионы километров лучи Солнца способны на многое. А представьте, сколько энергии получилось бы добыть напрямую из звезды, подлетев к ней поближе. Такие идеи уже есть. Осталось выяснить, насколько они реальны. Еще в 1960 году американский физик-теоретик Фриман Дайсон предположил, что сверхразвитая цивилизация
могла бы соорудить производство по откачке энергии звезды. По идее Дайсона, это должна быть сфера, целиком покрывающая светило на расстоянии около 2 астрономических единиц. С Земли в данном случае астрономам будет казаться, что звезда излучает энергию в глубоком инфракрасном спектре. Этим она сильно выделится на фоне своих небесных коллег. Звезду Таби подозревали в том, что ее используют для своих энергетических нужд инопланетяне. Дело в том, что Таби резко теряла, а потом набирала яркость. Однако после дополнительных исследований версия со сферой Дайсона вокруг нее не подтвердилась. Совсем недавно ученые обнаружили 7 новых кандидатов на эти сооружения вокруг звезд. Все объекты, расположенные на расстоянии примерно в 1000 световых лет от Земли, являются красными карликами. В их светимости замечены определенные аномалии. Впрочем, явление вполне может быть вызвано газопылевыми дисками звезд, облаками комет и многими другими причинами. Ладно. С поисками сооружений инопланетных цивилизаций у нас пока не получается. Тогда почему бы нам не рассмотреть подобный проект для своих нужд? Какие инженерные конструкции для этого нужны? Сам Дайсон предлагал послать к звезде множество кораблей, работающих на солнечной энергии. Они должны окружить светило, создав вокруг него нечто наподобие сферы. Плюс идея в том, что рой можно конструировать поэтапно, а энергию между ними и планетой подавать любым беспроводным способом. Или есть предложение построить сферу Дайсона в виде сплошной оболочки радиусом в 1 астрономическую единицу. Эта конструкция позволит перехватывать 100% солнечной энергии. Проблема в том, что ее инженерное решение представляется специалистам чрезвычайно сложным. Впрочем, в любом случае, на нашем нынешнем этапе технологического развития постройка сферы Дайсона невозможна. У нас нет материалов, источников энергии и знаний, необходимых для этого. Быстрый расчет показывает, что для сбора 10% солнечной энергии на расстоянии в 1 астрономическую единицу нам бы понадобилась масса, равная 1 миллиарду земель. Солнечная система содержит массу, эквивалентную лишь 100 землям. Из нее сфера, наверное, тоже получилась бы, но чересчур тонкая, меньше метра толщиной. В ней, понятно, никакое производство не разместить. А для строительства сооружения достаточной толщины пришлось бы демонтировать все планеты в 10 тысячах планетных систем и транспортировать их к нашей звезде. Пока для нас это звучит как нечто запредельное. Несмотря на это, теоретически эксперты все равно считают проект чрезвычайно привлекательным. Если мы хотим обеспечить себя энергией на следующие пару миллионов лет, то даже такая грандиозная стройка может оказаться вполне оправданной, и, возможно, в далеком будущем наши потомки эту идею реализуют. Тогда мы достигнем нового уровня цивилизации, второго, по крайней мере, по шкале российского ученого Николая Кардашова. Он считает, что цивилизация второго типа может напрямую употреблять энергию своего светила. Такая звездная раса способна получать 10 в 26 степени ватт в секунду. По мнению Кардашова, у человечества есть шанс преодолеть этот барьер через 3200 лет. На звездном этапе развития нашей цивилизации космические корабли будут летать на антигравитационных двигателях. Они позволят нам провести колонизацию Солнечной системы. Черные дыры здесь тоже могут нам послужить. Они скрывают столько энергии, что оставляют далеко позади другие космические объекты. Почему бы нам не использовать их в собственных целях? Мини-черная дыра, которая будет двигаться по орбите вокруг Земли, идеально подойдет. Такая себе мощная печка, которая осветит все вокруг и согреет. Но как ее затопить и приспособить для своих нужд? Ученые давно обсуждают возможные способы. Британский физик Роберт Пенроуз, например, предлагает применять энергию вращения монстров. Кроме того, есть идея воспользоваться силой не самой черной дыры, а вещества, которое в нее падает. Часть ее остается в аккреционном диске, разогревается до безумных температур и излучает сильнее звезд. Если развитая цивилизация построит вокруг вращающейся черной дыры сферу или рой Дайсона, то получит энергии сколько угодно. Хотя существует и более простой вариант. Речь идет об излучении Хокинга, предсказанном знаменитым английским астрофизиком Стивеном Хокингом.
У тех черных дыр, что известно астрономам, его невозможно зафиксировать. Излучение невероятно слабое и выделяет меньше энергии, чем микроволновой фон. Как-то не тянет на замену энергии Солнца. Если брать большие черные дыры, то да. Однако мы говорим о наномонстрах, а Стивен Хокинг утверждал, что чем меньше черная дыра, тем сильнее ее излучение. Если расположить какую-то из них близко к Земле, то энергии хватит с головой. Ученые считают, что первичная черная дыра размером с атом и массой от 10-15 до 10-18 килограммов может производить электричество, которое можно извлечь. Таким образом, по расчетам, при нужных технологиях теоретически удастся преобразовать 25% входящей массы в энергию. Такая дыра может иметь эффективность, аналогичную ядерному реактору. Исследования показывают, что 25% массы альфа-частиц вокруг дыры, появившихся в результате радиоактивного распада, преобразуются в кинетическую энергию. Но тут возникает еще одна проблема. Согласно расчетам, такой маленький объект испарится всего за 1,5 года. Чтобы этого не случилось, черную дыру нужно регулярно подкармливать. Страшно представить, сколько сожрет даже мини-монстр при его безумном весе. Не пугайтесь, дыре понадобится не так уж много еды, причем ее кормление принесет больше пользы, чем вреда. Ученые рассчитали калории, необходимые для этого. Чтобы объект не испарился и излучал практически бесконечно, ему нужно 2 килограмма материи каждую секунду. После обеда он получит прилив космического адреналина и будет некоторое время работать на все 100. И даже предоставит невероятный бонус. Дыра сможет поглощать какое угодно вещество, специального топлива ей не требуется. То есть в нее можно загружать обычные отходы. Монстр все легко переварит. К примеру, того мусора, что мы производим на Земле за год, вполне хватит для питания одного маленького объекта в течение миллионов лет. В общем, польза будет тройная. Можно и мусор сжечь, и планету обогреть, и энергией запастись. Главное — найти подходящего кандидата. При современном развитии технологий человечеству, понятно, такое не под силу. Но в будущем вполне. Есть гипотеза, что существуют первичные черные дыры, которые образовались после Большого взрыва. И они действительно маленькие. Вот такие очень хорошо подойдут в качестве генератора. Подобную дыру можно будет поймать где-нибудь в небе, а затем подтянуть к себе. Ну или есть еще одна классная идея – создать мини-дырочку нужного размера в лаборатории. Правда, придется спрессовать огромное количество материи в очень маленьком пространстве. Это требует колоссальных энергетических затрат. Однако в целом ситуация реальная. Только для осуществления такого плана человечеству предстоит еще как следует технологически подрасти. Однако пока что эту гипотезу нельзя проверить. Ведь неизвестно, точно ли существуют первичные черные дыры. Также непонятно, как их контролировать, чтобы получить необходимую энергию. В целом же авторы исследования уверены, что теоретически такой процесс возможен. И однажды черные дыры из опасных аномалий превратятся в наших лучших помощников во время космических путешествий. Для этого ученые предлагают создать вокруг корабля огромный экран, который как парус будет наполняться рентгеновским излучением дыры. По другой теории, недалеко от ее горизонта событий нужно возвести сферу типа той, которую предложил Дайсон в отношении звезд. Это сооружение поможет преобразовать ее энергию в реактивную тягу. Недавно появилась еще одна интересная мысль. Предлагается создать галодвигатель, основанный на энергии черных дыр. Монстры, как мы знаем, отличает от других космических объектов безумная гравитация. Даже свет не может ее преодолеть и выйти наружу. Но когда свет проходит через гравитационные колодцы, то тоже получает энергию. На этом и основана идея галодвигателя. Вот как, по мнению авторов концепции, все будет работать. Космический корабль пошлет мощный луч в сторону черной дыры под тщательно выбранным углом, чтобы излучение вернулось назад. Частицы из гала прилетят обратно с более высокой энергией и придадут ускорение кораблю. Хотя все эти планы – дело не совсем близкого будущего. Пока нам трудно представить все это. С другой стороны, мы не раз сталкивались с тем, как самые смелые идеи воплощались в жизнь.
И даже, возможно, когда-то реальностью окажется некий еще более фантастический проект. Ученые уже всерьез рассматривают возможность получения энергии от взрывов сверхновых – гамма-всплесков. Или если отвлечься от столь грандиозных масштабов, то почему бы не подумать об астероидах? Они тоже могут быть наполнены веществами, из которых получится черпать силу, хотя бы за счет их внутренних ресурсов. Словом, планов много. Но на какой из них вы бы поставили как на самый перспективный? У каждого есть на этот счет свое мнение, но никто наверняка не сделает ставку на космический вакуум. Энергия и пустота – понятия, кажется, несовместимые. А не хотите все же рискнуть и отдать предпочтение вакууму? Его рано списывать со счетов, по крайней мере, по мнению некоторых ученых. Они утверждают, что пустота может дать топливо, что-то осветить и обогреть. Но как? Все станет понятным, если повторить опыт нидерландского физика Хендрика Казимира. Его идея заключалась в том, чтобы поместить два металлических предмета очень близко друг к другу и подождать. В итоге они самопроизвольно, без какой-либо внешней силы, словно по мановению волшебной палочки, должны сблизиться. И все за счет пустоты. Причина в неограниченном источнике вибраций в вакууме пространства-времени. Явление, сходное с эффектом Казимира, наблюдалось еще в XVIII веке французскими моряками. Они видели, как два корабля, раскачивающиеся из стороны в сторону от сильных волн, но слабого ветра, сближались и сталкивались друг с другом. Процесс происходил в результате интерференции волн или особенностей их взаимодействия. Этот эффект приводил к взаимному усилению волн в одних точках пространства и ослаблению в других точках, в зависимости от разности фаз в этих местах. Так вот, в случае с кораблями в пространстве между ними прекращалось волнение. Спокойное море между судами создавало меньше давления, чем волнующиеся с внешних бортов. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли бортами. Спустя 25 лет физикам удалось проникнуть в суть эксперимента Казимира и окончательно его объяснить. Разгадку позволила получить квантовая теория. Квантовые поля и их вибрации лежат в основе современного понимания физики, от субатомных взаимодействий до эволюции всей Вселенной. В этой картине мира бесконечная энергия пронизывает космический вакуум. В научной фантастике существует множество описаний ее применения. В частности, это топливо для звездолетов или других типов космических аппаратов. Теперь оказалось, что такие идеи могут стать реальностью. Один из уроков квантового мира заключается в том, что частицы, такие как электроны, фотоны, нейтрино, не являются тем, чем кажутся. Каждая из них представляет собой часть гораздо большей и сложной сущности. Эти грандиозные структуры называют квантовыми полями, которые впитывают каждый кусочек пространства и времени. Для каждого вида частиц существует свое квантовое поле. Одно для электронов, другое для фотонов и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, а когда затихают, исчезают. То есть то, что мы называем частицами, является локализированной вибрацией квантового поля. Квантовые поля неспокойны постоянно, даже если их вибраций недостаточно, чтобы создать частицу. Если вы возьмете коробку и вытряхнете из нее все содержимое, до единого электрона, фотона, нейтрино, коробка все равно будет заполнена их квантовыми полями. Поскольку поля вибрируют даже изолированно, это означает, что ящик наполнен невидимой энергией вакуума. И таких вибраций существует бесконечное множество, и получается, что настоящего вакуума, каким его представляли раньше, не существует. Он из чего-то состоит и обладает собственной энергией. В течение нескольких лет ученые изучали возможность ее получения. Недавно выдан патент на устройство, которое улавливает электрический заряд двух металлических пластин и заряжает аккумуляторную батарею. Чтобы непрерывно получать энергию множества металлических пластин, в нем закреплено вокруг ядра и вращается как гироскоп, прибор типа юлы. Устройство позволяет определить изменение положения движущегося объекта. Этот экспериментальный прибор можно использовать в качестве генератора.
В университете Колорадо в Болдере исследовательская группа также разработала установку, которая генерирует электрический ток между двумя металлическими слоями. Конечно, пока вакуумная энергетика находится на начальном этапе развития, но все больше ученых интересуются этой перспективой. Специалистов привлекает в частности то, что энергия вакуума может привести к появлению прорывных нанотехнологий и даже в перспективе поможет реализовать фантастическую идею левитации – способность подниматься в воздух или парить там как бы в невесомом состоянии. В целом, активность ученых в области космической энергетики, как считают эксперты, тоже постоянно растет. А вместе с этим крепнет надежда, что рано или поздно мы овладеем практически неиссякаемой природной силой. Это может быть гелий-3, излучение звезд, черных дыр, мощь сверхновых или что-либо еще. Наша жизнь все равно кардинально изменится. Давайте на минуту представим, что нам это принесет. Вот пара самых простых моментов. Проезд в транспорте сразу подешевеет, а через месяц придет приятно похудевший счет за электричество. Больше не надо будет и покупать дорогие энергосберегающие лампы. Всегда выключать свет при выходе из комнаты в целях экономии. Собственно, этим часто и ограничиваются наши мечты. Но важнее, что войны потеряют смысл, поскольку большинство из них ведется за энергетические ресурсы. Также отпадет необходимость в предприятиях по нефти и газу, благодаря чему воздух в городах очистится от смога. Раз и навсегда решится проблема мирового голода. Ведь сегодня энергия составляет примерно половину стоимости пищи. Наконец, при неограниченных ресурсах ученые сумеют создать аппараты для межзвездных перелетов. И это очень привлекательно для нас, космических путешественников. Тогда мы наконец-то получим возможность забраться буквально на край света, колонизировать другие планеты. Словом, наступит космическая эра изобилия и небывалого расцвета научно-технического прогресса. Если только мы опять сами себе в чем-то не навредим. Отправляясь в космическое путешествие, мы, конечно, не забываем взять с собой часы. Они тикали на руках всех космонавтов. У Юрия Гагарина, который первым вышел в открытое пространство, были штурманские, а у Нила Армстронга во время первого шага на Луну – Омега Спидмастер. Без них на просторах Вселенной никак не обойтись. В кромешной тьме космоса нет ни дня и ночи, привычных нам рассветов и закатов. Месяцы и годы пролетают незаметно, и только стрелки часов помогают определить временные промежутки. Но не слишком ли во время путешествий мы надеемся на часы, что если в космосе все работает по-другому? Время то тормозит, то ускоряется, закручивается в петли и жгуты. Порой становится реальностью пословица о том, что упустишь минуту, потеряешь час. А то и день, год, столетие. Может, и есть даже области пространства, где время вообще останавливается. Практически это означает бессмертие, к которому стремится человечество. Хотя, так ли хорошо жить вечно – большой вопрос. Как во всем лучше разобраться и почувствовать внеземной ход времени? Конечно, во время путешествия по Вселенной. Сверяем часы и даем команду на старт. Как только мы начнем движение, то еще на Земле течение времени для нас изменится. Причем, чем с большей скоростью стартуем, тем сильнее. Только мы этого не заметим и не почувствуем. Однако ученые подтвердили все экспериментом на микроскопическом уровне. Из космического пространства в атмосферу Земли проникают очень быстрые атомные ядра, главным образом водорода и гелия. Энергия их чрезвычайно велика. При столкновении таких ядер с атомами газов атмосферы на Землю выпадают целые ливни новых частиц. Среди них находятся так называемые тяжелые элементы или мюоны. Мы разберемся в том, как для них течет время. Эти частицы нестабильны. Вскоре после образования каждый мюон распадается на электрон или его антипод позитрон и нейтрино. Среднее время жизни покоящегося мюона чуть превышает 2 миллионных секунды. А вот для движущегося с огромной скоростью показатель будет намного большим. В принципе, подобные измерения физики считают достаточно простыми. В настоящее время имеются различные установки, позволяющие считать отдельные элементарные частицы.
Например, здесь очень эффективно работает Большой адронный коллайдер, ускоритель заряженных частиц в Швейцарии. Существует и другой способ измерения жизни мюонов, который заключается в выявлении их следов от образования до распада. Не будем детально разбираться в методике опытов, позволяющих определить время жизни мюонов. Для этого нужны специальные знания и сложные расчеты. Рассмотрим самые существенные результаты, полученные по завершению эксперимента. Оказалось, что мюон, движущийся со скоростью 300 км в секунду, до распада живет 2 миллионных секунды. Если же частица разгонится до 290 тысяч км в секунду, то протянет 8 миллионных секунды. Согласитесь, чрезвычайно высокий результат. Кто из нас не мечтал бы прожить 4 жизни вместо одной, как эта быстрая частица? Но почему при движении с большой скоростью мюон живет в 4 раза дольше? После проведения экспериментов причина этого ученым стала ясна. Время жизни движущегося мюона измеряли с помощью часов, находящихся на земной поверхности. Если же взять воображаемые часы, которые передвигаются вместе с частицей, то все выглядит по-другому. В данном случае станет ясно, что продолжительность жизни мюона при увеличении скорости его движения растет не за счет возможностей самой частицы. Эффект связан с физическими свойствами времени, и это согласуется с общей теорией относительности Эйнштейна. Следовательно, такое же явление должно иметь место не только для элементарных частиц, но и для любых приборов, живых существ, небесных тел. Для нас, космических путешественников, это особенно важно. Продолжительность жизни человека, к сожалению, невелика. Казалось бы, нам не стоит мечтать о полетах вглубь Вселенной. И вот благодаря сформулированным теорией относительности свойствам времени открывается новое окно возможностей. Пока только теоретическое, но все же. Если гипотеза Эйнштейна верна, за время своей жизни человек может совершать весьма и весьма длительные космические путешествия. Но как нам удастся обмануть время и шагнуть далеко в пространство? Рассмотрим некоторые примеры, основанные на расчетах ученых. Вот как все будет происходить при полетах к другим звездным системам. Если космический корабль будет двигаться прямолинейно со скоростью 100 км в секунду, то за 50 лет пройдет путь, равный расстоянию всего в 0,02 светового года. При скорости 100 тысяч км в секунду за 50 лет в системе отсчета на борту он пролетит 17,9 светового года. На Земле за время этого рейса пройдет немногим более 53 лет. Нажмем на газ и разгоним космический корабль до скорости 290 тысяч км в секунду. В этом случае за 50 лет по часам экипажа он покроет расстояние в 193,4 светового года. А на Земле за это время пройдет уже 198 лет. Если лететь со скоростью 299 780 км в секунду, то за 50 лет Земля останется на расстоянии в 6205 световых годах. За это время космонавты на корабле состарятся на 50 лет. Скорее всего, домой вернутся те же люди, которые отправились в рейс. А на Земле пройдет 6130 лет и сменятся сотни поколений. Таким образом, человек теоретически способен пролететь за время своей жизни огромное расстояние, которое даже свет преодолевает лишь за 1000 лет. Чем ближе скорость космического корабля к световой, тем дальше в глубины Вселенной удастся забраться за время своей жизни. Никаких противоречий с современными принципами космологии эта перспектива не содержит. С точки зрения землян, для летящего с большой скоростью экипажа время течет медленнее, чем на Земле. Все процессы природы, в том числе и движение человека, мышление, жизненные процессы, в таком космическом корабле окажутся более растянуты во времени. И стареть человек в подобных условиях будет медленнее. Благодаря этому он и может, в принципе, за время своей жизни преодолевать огромные расстояния. Но посмотрим на все с другой стороны. Для экипажа космического корабля время останется обычным, все сохранят привычный ритм жизни. Но разве только заметят, что расстояние от Земли до объекта назначения короче, чем утверждали астрономы.
Людям станет ясно, что им удастся долететь до космического объекта в тысячах световых лет от Земли. Несколько сложнее, если сверхбыстрый космический корабль движется не прямолинейно и в конце своего рейса возвращается обратно на Землю. В этом случае астронавты окажутся современниками своих далеких потомков. По мнению членов экипажа, они попадут в будущее. Находящиеся же на Земле люди, в свою очередь, будут утверждать, что вернувшиеся астронавты отстали от времени и живут в прошлом. Это называется парадоксом часов, который можно сформулировать следующим образом. Если двое синхронизированных часов покидают одну и ту же точку пространства и движутся с отличающимися друг от друга скоростями, то показывают при встрече различное время. Впрочем, последние исследования привели ученых к мнению, что здесь нет никакого парадокса. По существу, разница в показаниях часов вполне естественно вытекает из теории относительности. Это делает перемещение в будущее теоретически возможным. Правда, ни одного прямого эксперимента с полетом далеко в космос и возвращением обратно на Землю даже с элементарными частицами пока не проведено. Следовательно, сомнения остаются. Скептики рассуждают так. Допустим, что корабль сделал в мировом пространстве круг и вернулся на Землю. Сравнение часов показало, что в космосе они отстали от земных. Но это отметят эксперты на нашей планете, а если посмотреть на все с другой точки отсчета космического корабля, тогда получим картину движений такой, как ее видят астронавты. Земля удаляется от корабля, совершает в мировом пространстве круг и возвращается обратно к звездолету. Движущейся системой на этот раз была Земля. Иными словами, получается, что земные часы отстали от часов корабля. Мы пришли к противоречию, поскольку приведенное рассуждение неверно. Земля и космический корабль, как системы отсчета, неравнозначны. Планета все время остается инерциальной системой, то есть такой, где объекты движутся прямолинейно и равномерно, либо покоятся. Корабль же, который то разгоняется, то тормозит, нет. Так как инерциальные системы по отношению к другим находятся в предпочтительном положении, то только Землю корректно брать в качестве системы отсчета. К тому же важно знать, как действует на ход часов ускорение и замедление космического корабля во время полета. Некоторые опыты показали, что можно разгоняться и тормозить сколько угодно. Это не препятствует замедлению процесса старения космонавтов. Но осуществимо ли на практике перемещение в будущее? Предположим, что мы садимся в космический корабль, двигатели которого сообщают ему ускорение 20 метров в секунду. Перемещаясь в пространстве все время прямолинейно с таким ускорением, космический корабль через земной год наберет скорость 270 тысяч километров в секунду. От Земли за это время он удалится на расстоянии 0,6 светового года, то есть пройдет путь в 1000 раз большее расстояние между Землей и Плутоном. Затем начнем тормозить, на что уйдет еще 1 год, и корабль удалится от Земли на 0,6 светового года. Обратный путь при тех же условиях займет также 2 года. Люди, оставшиеся на Земле, будут считать, что полет продолжался 4 года, а вот наши часы покажут, что мы отсутствовали не более 2 лет и 10 месяцев. Таким образом, нам удастся как бы замедлить свою жизнь на год и 2 месяца. Правда, реальный полет, который необходимо предпринять даже для такого небольшого сдвига, сейчас находится вне наших возможностей. Возьмем хотя бы один аспект. Количество горючего, которое потребуется израсходовать за эти 4 года, фантастически велико. В противном случае или меньшая скорость, или продолжительность полета не позволит заметно передвинуть время жизни. Простой расчет показывает, что кинетическая энергия движения 5-тонного космического корабля, который летит со скоростью 250 тысяч километров в секунду, составляет примерно 100 триллионов киловатт в час. Это сравнимо с теперешним мировым производством энергии за год. Также придется взять с собой в полет гигантский запас горючего, что потребует дополнительного расхода энергии. Далее энергия необходима, чтобы затормозить космический корабль по прибытии на намеченное место. Да, такие полеты нам пока не потянуть.
Однако, в принципе, перед нами открывается потрясающая возможность путешествий в далекое будущее, к своим потомкам. Остается только воплотить ее в жизнь. А что с обратным направлением временной шкалы? Нам, конечно, хочется побывать не только в будущем, но и в прошлом. Однако все говорит о том, что путешествие в прошлое даже теоретически невозможно. Почему же? Причина здесь простая. Часы путешественника всегда идут медленнее, чем неподвижные. Они никогда не идут быстрее. Еще путь вспять времени преграждает причинно-следственная связь. Если мы перенесемся в будущее, то тем самым наверняка обречем себя на активное участие в каких-то грядущих событиях. И в большей или меньшей мере будем воздействовать на действительность. В этом нет ничего странного или противоречащего причинности. Иная ситуация с путешествиями в прошлое. Там нам тоже пришлось бы волей-неволей вмешиваться в события, которые уже произошли. Наше участие с большой долей вероятности изменило бы результаты данных событий. Однако это абсурдно. Так все происходящее в прошлом уже давно зафиксировано историей. Приведем один пример. Предположим, нам удалось перенестись в 1887 год и присутствовать на проведении опыта Майкельсона-Морли. Это экспериментальная попытка американских физиков обнаружить существование светоносного эфира, гипотетической среды, заполняющей пространство. Когда-то считалось, что эфир является носителем световых волн. Результат опыта оказался отрицательным, что считается первым доказательством против преобладавшей в то время теории эфира. После этого начались исследования, которые в конечном итоге привели к созданию специальной теории относительности, исключающей стационарный эфир. Альберт Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности лишь к 1905 году, а мы, пришельцы из будущего, могли бы уже тогда объяснить результаты этого опыта с позиции теории относительности. Таким образом, изменился бы весь последующий ход развития физики. Но это невозможно, так как совершившееся уже никак подкорректировать нельзя. И вот еще одна иллюстрация парадокса. Представьте, что вы входите в машину времени, чтобы вернуться на 5 минут назад в прошлое. А по прибытии уничтожаете свое средство передвижения. Если же вы сломаете машину времени, значит, не сможете ею воспользоваться через 5 минут для путешествия в прошлое. Получается тоже абсурдный результат. И все же ученые продолжают поиск вариантов, в которых путешествия в прошлое становятся возможными. Физик Барак Шошани из Канады считает, что нашел интересное решение – теорию множества параллельных временных линий. Она способна разрешить парадоксы путешествий как в будущее, так и в прошлое. По словам ученого, его идея очень проста. Время разделяется на несколько параллельных историй. Они происходят одновременно, но с разными результатами окончания событий. Причем существуют уравнения, описывающие такие путешествия во времени, и они полностью согласуются с теорией относительности. Когда вы выходите из машины времени, то попадаете в совсем другой, параллельный временной поток. В нем можно делать все, что угодно, в том числе уничтожить машину времени. Подобное действие ничего не поменяет во временном потоке, из которого прибыл путешественник. Сейчас исследователи из Канады ведут разработку конкретной теории путешествий во времени с множественными историями, полностью совместимой с общей теорией относительности. Впрочем, даже положительный результат не станет ключевым доказательством реальности путешествий в прошлое. Однако временные потоки будут означать, что этот сценарий не исключается парадоксом последовательности событий. В действительности, конечно, до таких прогулок во времени нам очень далеко. И все же есть люди, которые уже реально ощутили на себе изменения хода часов. Ученым даже удалось зафиксировать подобные метаморфозы. Это удивительная история. Чтобы ее узнать, заглянем на Международную космическую станцию, которая мчится со скоростью 28 тысяч километров в час в 400 километрах над Землей. Оттуда открываются фантастические виды. Вот только один из них. Космонавты ежедневно видят 16 восходов и закатов Солнца, поскольку станция огибает Землю за 90 минут. Но мы должны сосредоточиться не на живописных пейзажах, а на течении времени, как оно изменяется на МКС
и чем оборачивается для людей. Тут мы непосредственно переходим к нашей истории, которая связана с американскими братьями-близнецами. Один из них, космонавт Скотт Келли, почти 12 месяцев провел на Международной космической станции в 2015-16 годах. По возвращению на Земле ученые долго исследовали изменения в организме астронавта, чтобы больше узнать о воздействии космоса на здоровье человека. Самое интересное, что у Скотта Келли есть брат-близнец – Марк. Это дало исследователям уникальную возможность наблюдать за братьями одинакового возраста, один из которых находился на Земле, а другой в 400 километрах над ним. За то время, что Скотт Келли провел в космосе, а его старший брат Марк на Земле, их разница в возрасте, по идее, увеличилась. Скотт жил внутри быстро движущегося объекта малой массы, а его брат — на более медленной, летящей по небу массивной Земле. Братья родились с разницей в 6 секунд. Теперь же разрыв стал больше. Скотт Келли теоретически помолодел по сравнению с Марком, хотя на мизерное количество времени – 0,005 доли секунды. Но его тело значительно более постарело, чем у брата. Чтобы прийти к такому выводу, ученые всесторонне исследовали организм близнецов. У мужчин изучили гены, провели тесты на состояние памяти. Гены космонавта из-за перегрузки иммунной системы и память оказались в худшем состоянии, чем у брата. Однако совсем скоро функции мозга у Скотта полностью восстановились, а через 6 месяцев на 91% вернулась к норме иммунная система. Вместе с тем, оставшаяся часть генов проявляла повышенную активность, как в космосе. Скотт проявлял себя более медлительным при прохождении тестов на память и логику. Мало того, некоторые из его хромосом оказались перевернуты вверх дном. Но самые сенсационные результаты дал другой тест. Известно, что мы стареем из-за того, что теломеры, белковые структуры в клетках организма, со временем укорачиваются. С каждым делением клеток теломеры становятся короче, а организм уязвимее. Можно сказать, что это таймер обратной системы отсчета нашего тела. На его работу влияют внешние факторы, например, стресс ускоряет внутренние часы организма. Так вот, после исследования теломеров у братьев Келли ученые пришли к выводу, что у Скотта они увеличились на 14,5% по сравнению с теломерами Марка. До полета длина теломер у обоих практически была одинакова, то есть организм Скотта после пребывания в космосе помолодел на несколько лет. Найден рецепт вечной молодости? К сожалению, радоваться оказалось рано. Через 190 дней теломеры Скотта вернулись к прежней длине. Короткий всплеск молодости. Надежда, которая не оправдалась в долгосрочной перспективе. Но почему она утрачена? Ученые считают, что все дело в недостатке гравитации на МКС. У космонавта за время пребывания на станции мышцы ослабели, как у старика, костная ткань истончилась. Все это у Скотта Келли восстановилось после возвращения на Землю. Однако за счет быстрого укорачивания теломер. Избыток этой белковой структуры был потрачен организмом на возвращение в прежнее состояние. Все же несколько лишних долей секунды жизни Скотту космос подарил. Такой презент никому не помешает. Но большинству людей никогда не доведется путешествовать по пространству. Можно ли хоть капельку продлить себе таким образом жизнь без полетов в космос, а прямо на Земле? Если брать в расчет мизерные показатели, которые не ощутить, такой сценарий представляется ученым реальным. И суть здесь не в скорости. Все берет в свои руки гравитация, которая также влияет на время. Именно она удерживает планеты на орбите вокруг Солнца, Луну на земной орбите. Гравитация создает звезды и другие небесные тела, собирая воедино материал, из которого они формируются. Но что особенно интересно, так это способность гравитации притягивать свет. Этот принцип открыл Альберт Эйнштейн, описав гравитацию как кривую в пространстве. Она огибает объект, например, звезду или планету. И если поблизости находится другой объект, он тоже движется с учетом этой кривизны. Таким образом, согласно общей теории относительности, время течет медленнее вблизи массивных объектов. Их гравитационная сила изгибает два измерения, которые физика описывает одним словом
пространство-время, поскольку они неразрывно связаны. Это означает, что большие массы деформируют ткань пространства-времени своим огромным гравитационным влиянием. Тогда возникает вопрос, откуда у материи, даже собранной в единый гигантский массив, берется такая мощь? Начнем с того, что в основе современной физики лежат 4 фундаментальных силы природы. Первым можно назвать электромагнетизм – физическое взаимодействие, происходящее между электрически заряженными частицами. Затем идет сильное ядерное взаимодействие. Оно удерживает вместе кварки, составляющие протоны и нейтроны, а также сами протоны и нейтроны в атомных ядрах. Слабое ядерное взаимодействие на микроуровне отвечает за выделение энергии в звездах, в том числе на Солнце, и ответственно за радиоактивный распад ядер. Гравитация же, четвертая сила, работает по-крупному. Так называется универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой. В то же время именно гравитация считается самой слабой из всех существующих сил. Несмотря на это, гравитация определяет, как устроена Вселенная в широком масштабе, на уровне планет и галактик. Причем по теории Эйнштейна гравитация не является свойством отдельных тел. Речь идет о Вселенной в целом. То есть это не просто сила, а нечто более масштабное – геометрия пространства. Эйнштейн также предполагал существование гравитационных волн, ведь массивные объекты не только искажают пространство-время, они создают в нем рябь. Пространство начинает штормить, когда два массивных объекта, например, черные дыры, сталкиваются друг с другом. Сила гравитации обращается со временем как с ириской. Чем массивнее объект, тем больше его гравитация может растянуть время, заставляя его течь медленнее. Это физическое явление отражается в изменении темпа хода атомных часов, наиболее точного прибора для измерений на данный момент. Подобные часы способны определить замедление времени вблизи массивных тел. Приборы фиксируют такие изменения даже на нашей планете. Гравитация увеличивается с приближением к центру Земли. Относительно возраста нашей планеты в 4,54 миллиарда лет ее ядро фактически на 2,5 года моложе поверхности, и эксперименты это подтвердили. А что происходит в более маленьких масштабах? Исследователи измерили замедление времени с помощью 2 атомных часов, расположенных всего в 33 сантиметрах друг над другом. И даже на столь мизерном расстоянии часы показали заметные изменения гравитации. Эффекты, обнаруженные в таких наземных экспериментах, чрезвычайно малы и измеряются в долях миллисекунды. Однако было наглядно продемонстрировано, что атомные часы на разных высотах и, следовательно, в точках с различным гравитационным потенциалом чуть-чуть расходятся в измерении времени. Другими словами, кто-то на поверхности Земли будет наблюдать, как его часы идут нормально, в то время как часы человека, находящегося выше, где гравитация слабее, тикают быстрее. Человек на высоте, в свою очередь, станет наблюдать обратную картину. Его часы идут нормально, а человека на Земле отстают. Отражается ли это на нашей обычной жизни? Что произойдет, если, скажем, вы поедете на отдых в Египет и станете осматривать пирамиду весом около 20 миллионов тонн? Ученые утверждают, что тем самым вы действительно замедлите для себя течение времени. Правда, лишь на триллионную долю секунды. Можно ли увеличить эту цифру? Не очень. Например, по сравнению с 30 годами, проведенными на уровне моря, 30 лет на Эвересте добавит 0,91 миллисекунду к вашему возрасту. Проживете те же десятилетия на низком мертвом море, и вы будете на 44 миллионных секунды моложе, чем на уровне моря. Опять же, результат настолько незаметен, что не стоит и стараться. Впрочем, биологические процессы, а следовательно организм человека в целом все равно подвержен подобным изменениям. Да, ваша голова немного старше ваших ног, поскольку дальше от массивной Земли. Но, как вы уже могли догадаться, эффект крайне мал. То же самое и с путешествиями во времени с помощью гравитации. Даже шаг, сделанный на один пролет лестницы, ускоряет течение времени.
Таким образом, люди, работающие на верхних этажах, на самом деле попадают в будущее по сравнению со своими коллегами на нижнем этаже. Правда, речь идет о долях миллисекунды. Разница ничтожно мала и, в принципе, ничего не меняет в жизни людей. Словом, не надейтесь, что поселитесь в подземелье и тем самым продлите себе годы. Прибавка за 100 лет для отшельника в данном случае составит лишь долю секунды. А что будет, если высадиться на другую планету? Вдруг случится так, что мы пробудем в каком-то мире всего час-другой, в результате постарев на десятилетия. Когда вернемся домой, то у наших внуков уже поседеют бороды. Подобное показано в фантастическом фильме «Интерстеллар». Время на планете Миллер, на которую спустились астронавты, шло невероятно медленно. Виной тому была безумная гравитация черной дыры Гаргантюа, рядом с которой находилась планета. А мы знаем, что чем сильнее гравитация, тем медленнее течет время. На планете Миллер 1 час оказался эквивалентен примерно 7 земным годам. Погостил денек в подобном мире и пропустил на Земле 168 лет. Такую планету, несомненно, лучше облетать стороной. Но, может, все обстоит лучше в других мирах? Попробуем в этом разобраться. Давайте представим, что вы согласились принять участие в необычной экстремальной программе. Вас и ваших коллег надолго отправляют на разные планеты Солнечной системы, чтобы проверить течение времени на массивных объектах. Вам 25 лет. Ваш пункт назначения – Меркурий. А вашему коллеге Александру 45. Он будет жить на Плутоне. Вере всего 18 лет, она полетит на Юпитер. Лев, самый старший в команде, ему 65 лет, и он полетит на Марс. А Надежда, которой, как и вам, исполнилось 25, отправится на Нептун. Чтобы эксперимент удался, вам нужно прожить очень долго, далеко за границами возможного. Провести эксперимент вам поможет уникальный эликсир для увеличения продолжительности жизни. И вот вся команда на стартовой площадке, готова к взлету. Каждый садится в кабину своего корабля и покидает Землю. Понятие времени всех членов команды существенно изменится. Мы знаем, что в период перелета все в основном зависит от ускорения, а оно нестабильно. Для объектов, находящихся в движении, время мчится быстрее, чем для неподвижного наблюдателя. На это также влияет гравитация. Чем бы ближе к большой массе с сильной гравитацией, тем медленнее будет идти время. Люди не замечают этого феномена. Зато на планетах с отличной друг от друга гравитационной массой разница окажется вполне ощутима, но за длительное время. Пока же представим, что ждет вас по прибытию. Несмотря на то, что Меркурий ближе всего к Солнцу, это не самая жаркая планета. Звание чемпиона здесь удостоилась Венера. Впрочем, Меркурий поставил другой рекорд. Планета быстрее всех вращается вокруг Солнца. Новый год в том мире вам придется ждать всего около 3 месяцев. Вы приезжаете на базу и распаковываете багаж. За окном виднеется пустошь. Не очень-то привлекательный пейзаж. Да и температура воздуха не вдохновляет на прогулки. Днем выше 430 градусов Цельсия, а ночью до минус 180. Все потому, что у Меркурия нет атмосферы, способной удерживать тепло и согревать планету. В его магнитном поле дуют солнечные ветра, образующие мощные торнадо с горячей плазмой. И это еще не главные сюрпризы вашего нового дома. Стоило вам обустроиться, как все вокруг затряслось, и некоторые вещи упали на пол. На Меркурии есть активные тектонические плиты, которые являются причиной землетрясений. К этому придется привыкнуть. И вы можете созвониться с остальными коллегами по видеосвязи, чтобы обменяться опытом. Первым к общему сеансу присоединился Александр на Плутоне, который находится в нескольких миллиардах километров от вас. Плутон считается карликовой планетой и одним из самых холодных мест Солнечной системы. Температура достигает минус 240 градусов, так что Александр не выходит наружу из своего специально обустроенного под жесткие условия планеты жилища. Он берет веб-камеру и показывает вам и остальным вид из окна. Вы видите живописные горы высотой выше 3000 метров, покрытые ярким метановым льдом. Плутону понадобится 248 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.
Выходит, Александру придется ждать Новый год дольше всех. На Земле никто столько не проживет. Но благодаря чудесному эликсиру в нашем эксперименте это возможно. И еще из-за низкой гравитации время на Плутоне будет лететь быстрее, чем на Земле. Когда Александр закончил экскурсию, самая юная ученица эксперимента, Вера, показала, как она обустроилась на Юпитере. Газовый гигант такой огромный, что выглядит по сравнению с Землей как баскетбольный мяч с виноградинкой. В него поместилось бы более 1300 земель. Несмотря на размеры, Юпитер делает полный оборот вокруг своей оси всего за 10 часов. Значит, день там значительно короче, чем на Земле. Вера демонстрирует свое жилище, специальный комплекс, который свободно плавает в газовой атмосфере Юпитера. Ее кокон выдерживает мощные ветра со скоростью более 540 км в час. Люди, отвечающие за проведение эксперимента, были достаточно умны, чтобы не располагать комплекс у большого красного пятна. В этой области вот уже более 300 лет бушует ураганный шторм, по размеру в 2 раза больше Земли. Юпитеру потребуется около 12 земных лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Это означает, что Вере придется ждать 24 земных года до своего 20-летия. Да еще и гравитация Юпитера намного сильнее земной, потому время там замедляется. После этого Лев, самый старший участник, решил устроить экскурсию по своей базе на Марсе. У Льва жилище представляет собой классический бункер. Из него открывается вид на Олимп, самую высокую гору Солнечной системы, которая примерно в 3 раза выше Эвереста. Она кажется красноватой, поскольку Марс богат железом. Именно из-за этого его называют Красной планетой. Марсу требуется 687 дней, чтобы облететь Солнце, что чуть меньше 2 земных лет. Кроме того, сила гравитации на Красной планете почти в 3 раза слабее, чем на Земле. Надежда присоединилась к звонку позже и готова показать свою базу на Нептуне. Девушка живет у холмов и горных склонов, так что самые сильные в Солнечной системе ветры на Нептуне для нее не проблема. У ледяной планеты есть каменное ядро, как у Земли, и атмосфера, непригодная для жизни. Словом, не очень гостеприимный мир. Но из космоса он невероятно красив. Нептун синего цвета из-за того, что метан в водородно-гелиевой атмосфере абсорбирует красный свет. Надежда показывает также вид из панорамного окна. Все 14 лун Нептуна и его многочисленные облака смотрятся просто потрясающе. Сутки на этой планете длятся 16 часов. Девушке придется ждать 164 земных года, пока Нептун обогнет Солнце. Это намного больше продолжительности жизни любого человека. Выдержит только гигантская черепаха. Тут жительнице Нептуна пригодится волшебный эликсир, который продлевает возраст. К тому же гравитация планеты сильнее земной, что замедлит время. 1000 лет спустя вы уже забыли, как выглядит Земля. Не помните, каково чувствовать атмосферу или ветер, освежающий кожу. Но вам удалось сделать жилище уютным благодаря множеству растений и клонированным земным животным в биокамерах. Сейчас вы совершенно не думаете о миссии. И тут приходит уведомление о видеозвонке. Пора проинформировать друг друга о ходе работы. Вы подключаетесь и ждете остальных. Один за другим участники эксперимента выходят на связь. Благодаря эликсиру продления жизни ваши тела не подверглись сильным изменениям. Вы не стареете так быстро, как на Земле, но все же это происходит, причем у всех по-разному. Александру было 45 лет во время отлета с Земли. Он стал старше всего на 4 года, так как за 1000 лет Плутон совершил лишь 4 оборота вокруг Солнца. Вере было 18, когда она отправилась на Юпитер. Это уже не та веселая девчонка, как 1000 лет назад. Планете требуется 12 лет, чтобы сделать круг вокруг Солнца. А это значит, что технически на Юпитере Вере 30 лет. Сильная гравитация газового гиганта замедлила время. Так что Вера ощущает себя моложе, чем положено.
Лев приземлился на Марсе в возрасте 65 лет. Поскольку для полного оборота вокруг Солнца Марсу требуется 687 дней, ему сейчас должно быть 596 лет. Он выглядит очень старым, поскольку из-за слабой гравитации красной планеты сдал быстрее. Высадившейся на Нептуне Надежде вашей одногодке сейчас всего 31 год. Поскольку полный оборот вокруг Солнца Нептун делает за 164 года. Гравитация Нептуна почти такая же сильная, как у Юпитера, потому Надежда не сильно постарела. Вам придется позавидовать, если ваш возраст позволит такие эмоции. Вам на Меркурии стукнуло 4147 лет. Планете требуется всего 88 дней, чтобы обогнуть Солнце. Потому технически вы теперь самый старший участник. Слабая гравитация Меркурия состарила вас быстрее коллег. Да, не очень приятная перспектива. Хорошо, что это мысленный эксперимент. Можно сбросить все условные тысячи лет и двигаться дальше в ногу со временем. Впереди нас ждет нечто особенно крутое. Эксперимент со временем и черными дырами. Ученые уже выдвинули много интересных идей насчет монстров и о том, как течет время внутри них. Однако вопросов еще хватает. Это неудивительно, ведь никто не может заглянуть в дыру. Материя в ней сжата настолько сильно, что Земля там бы стала размером с арахис. Из-за этого гравитация в черных дырах неизмеримо возрастает и позволяет им пожирать даже гигантские космические объекты. Тем не менее, давайте гипотетически попробуем заглянуть внутрь дыры, опираясь на последние открытия ученых. Когда вы приблизитесь к этому космическому объекту, то увидите сферу, окруженную сиянием излучения Хокинга. И по мнению физиков, принимавших участие в создании фильма «Интерстеллар», своим вращением черная дыра провоцирует искажение света и отражение своего окружения. Так что вокруг нее должны быть видны копии тысяч звезд и галактик. Но внутри дыры, скорее всего, не скрыто ничего особенного. Там находится лишь вращающийся по спирали диск из затянутых внутрь газа и пыли. Однако, если монстр начнет заглатывать жертву прямо у вас на глазах, зрелище будет очень странным и впечатляющим. Представьте, что в зону притяжения, скажем, попала ваша знакомая по имени Алиса. Станет ли это для нее путешествием в страну чудес, как у героини известной сказки? С вашей точки зрения нет. Гравитация сразу начнет затягивать Алису к условной границе черной дыры, горизонту событий. При этом ее тело будет вытягиваться в длину и сужаться в ширину, превращаясь в подобие спагетти. По мере ее приближения к дыре вам будет казаться, что скорость полета падает. Когда Алиса достигнет горизонта событий, то вообще замрет на месте. Время остановится, как если бы кто-то поставил воспроизведение видео на паузу. Возможно, вы посчитаете это удобным моментом, чтобы докричаться до Алисы и предупредить ее об опасности. Но вам не удастся поговорить со своей знакомой, поскольку в безвоздушном пространстве звук не передается. Зато вы с успехом сможете подавать ей знаки азбукой Морзе при помощи фонарика в смартфоне. Только вот сигналы будут достигать Алисы с возрастающими интервалами, а частота света фонарика сместится в сторону красного, длинноволнового участка спектра. Очевидно, что Алиса ни при каких условиях не сможет преодолеть столь сильную гравитацию и вернуться назад. Вы будете наблюдать, как она на некоторое время останется растянутой на поверхности горизонта событий. Затем ее охватит все возрастающий жар излучения Хокинга. И вскоре от тела вашей знакомой останется лишь горстка пепла. Но не спешите заказывать по ней панихиду. Возможно, все не так плохо, поскольку время ведет себя иначе в отношении черных дыр. Чтобы это выяснить, представьте себя на месте Алисы. По мнению ученых, здесь возможно два варианта развития событий. Допустим, что вас затягивает в маленькую черную дыру. У таких объектов очень мощная гравитация. Они действительно растянут ваше тело в макаронину, сплющат и разнесут на атомы. Теперь предположим, что вас заглатывает гигантская черная дыра. Например, стрелец А со звездочкой в центре Млечного Пути. Астрономы недавно запечатлели на фото этого космического монстра.
по размеру превышающего всю нашу звездную систему. Масса Стрельца А со звездочкой в 4 миллиона раз больше солнечной. Если вы окажетесь в зоне его притяжения, все странным образом изменится. Вы будете лететь прямиком в одну из самых зловещих точек Вселенной и при этом ничего не испытывать. Легко пройдете сквозь горизонт событий, не почувствовав жара излучения Хокинга, а затем начнете падать в открывшуюся перед вами черную бездну. При этом ваш организм не будет ощущать ни малейшей тряски или растяжения пространства. Вас даже не обеспокоит замедление времени, которое происходит в черных дырах. Все потому, что вы будете находиться в свободном падении и в таком состоянии не почувствуете собственного веса. Тем временем Алиса увидит, как вас поджарило в области горизонта событий и даже сумеет собрать ваш пепел. То есть вы одновременно будете находиться снаружи черной дыры в виде горстки пепла, а внутри нее живым и невредимым. Вот какие фокусы могут творить со временем черные дыры, благодаря своей безумной гравитации. Буквально скручивать веревку, тормозить его и разгонять вновь. Чтобы не нарушить законы физики в такой ситуации, вам нужно быть сразу в 2 местах, но при этом лишь в одном экземпляре. Правда, по общим принципам квантовой механики информацию нельзя клонировать. В вашем случае никакого парадокса не возникнет, поскольку никто не узнает о клонировании. Алиса будет наблюдать за одним вашим экспериментом, а вы за другим. Вы никогда больше не встретитесь и не сумеете сравнить наблюдения. А третьего человека, который мог бы одновременно видеть вас как снаружи, так и изнутри черной дыры, не существует. По мере вашего падения пространство-время будет все больше деформироваться, и в центре станет бесконечно искривленным. Такая точка по-научному называется гравитационной сингулярностью. Пространство и время в ней перестают иметь какое-либо значение, а все известные нам законы физики, для описания которых необходимы эти 2 понятия, больше не действуют. Время внутри гравитационного монстра течет невероятно медленно, так что у вас даже появится шанс пережить Землю. И это еще не все, что способны сотворить со временем черные дыры. Да, они уничтожают всю материю на своем пути. Но если сильно постараться и найти к ним правильный подход, они могут подарить бессмертие. Сокровенная мечта человечества и злые монстры Вселенной. Как-то не очень бьется между собой. Вот какую идею по этому поводу высказал известный астрофизик Стивен Хокинг. У горизонта событий дыры есть область, где время полностью останавливается. Там можно жить вечно. Но таким ли уж подарком станет бесконечное однообразное существование буквально в объятиях черной дыры? Это уже другая тема. И вообще на сегодняшний день невероятное предположение Стивена Хокинга ничем не подкреплено. Пока ясно одно – время в космосе течет по-разному и зачастую иначе, чем на Земле. Что ж, потеря контакта с привычными временными рамками, конечно, очень пугает. Однако это добавляет нашим космическим путешествиям потрясающие эмоции, открывает удивительные возможности перенестись с потоком времени вперед в будущее, а может и назад в прошлое. Ученые предполагают, что временные коллизии могут даже открыть путь в 4-е, 5-е и более высокие измерения. Конечно, когда для этого придет время. Сверим часы. Отсчет уже пошел.